Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Всем большое спасибо, что подсоединяетесь. Сегодня немножко попозже, но, в общем, будем стараться, так сказать, оперативненько, чтобы все успеть. Это «Шум». Проект исключительно для каждого из вас. Проект, который по-настоящему объединяет, потому что шум слышно везде. Вот по-настоящему везде. Кто откуда? Пишите. Давайте поиграем в игру в города. Да, города. Я считаю, что это самая замечательная игра, потому что, во-первых, сегодня первый день лета. Несмотря на всю эскалацию и на дурдом, которую мы с вами сегодня обсудим, все-таки давайте будем откровенны. Детям нужно уделить внимание. Дети — это наше будущее. Сегодня день защиты детей. Вчера был большой праздник Троицы. В общем, по-настоящему есть всегда большие ожидания. Вот с самого детства нас приучили. Первое. Работать вообще не хочется, потому что каникулы же до 3 месяца. Во-вторых, все ждут от лета чего-то хорошего. И песни поется, что лето — маленькая жизнь. И всех с первым днем лета, конечно. И, ну вот, тот, как бы, водоворот, тут омут событий, он, конечно, вот по-настоящему, вот, сбивает это настроение. Но мы не сбиваемся. Кто откуда? Пишите. Значит, Одесса шумит, это прекрасно. Зеленоград, Севастополь. Прекрасно, замечательно. Привет, лайкосик в Нижневартовск. Спасибо большое. Горький на шуме. Также с нами Коммунарка. Говорит, Саша шумит вместе с тобой. Привет, Коммунарку. Севастополь, да, приветствует. Израиль на аре. С удовольствием смотрит. Луганск на связи. Белгород не спит, шумит. Добрый вечер, Александр Шелест. Слушаю вас из Праги. В Прагу большой привет. Николай приветствует. Тбилиси на связи. Гамарджоба, как говорится. Москва, Алтуфьева. Добрый вечер. Свалява, как всегда. Кировоград с вами. Прекрасно. Харьков. Шумный привет из Тель-Авива. Ульяновск, привет. Минск шумит. Жмеренко на связи. Канада. Монреаль шумит. Карелия, Курск. Днепр. Привет. Привет и вам. В Ульяновск тоже. Тверская область. Большой привет. Мы в прямом эфире. Все как бы все вживую. Да, и вот вживую Измаил Армавир. О, Армавир. Привет, по вам недавно был прилет, и почему он так бьется в голову? Потому что есть Армавир, армия Мовавира, это то, что унаследовал Порошенко, и вот он ударил по Армавиру, по энергетическому объекту. Так, Обнинск, Брест, привет, почему Воронеж всегда игнорите? Нет, не игнорю, просто, не вижу. Сузак, Кыргызстан, привет, Винница, Макеевка шумит, Измаил, Серединка, да, Трамп шумит. Трамп шумит. Ой, как шумно сегодня в Трампе. Обсудим. Так, кому нужнее закончить войну до зимы? Вот такой вопрос сегодняшнего эфира. Война у нас уже в новом качестве. Это официально декларируется. Об этом сейчас поговорим. Варианты: Россия, Украина, Европа, США. Ответьте на свой вопрос, на этот вопрос, и свой вариант ответа оставьте, и мы в конце обязательно подведем итоги, потому что вот это новое качество войны, оно опаснее, очень опасно. Я уже отмечал сегодня в прямых эфирах, что это все переносится на гражданское население. Невозможно проехать, переместиться. Склады новой почты, логистика, любая фура, потому что оно под тентом непонятно что, плюс гражданские машины. И речь идет и, конечно, о том, что хвастал сегодня Зеленский в вечернем обращении, что теперь вся территория неподконтрольная Киеву, которая занята Российской Федерацией, вот вся простреливается, представляете? Вот такое новое качество войны. И это преподносится как большой успех, но на самом деле это еще большее усугубление трагедии. Если раньше удары, дроны, вот эти дальнобойные там ракеты, баллистика со стороны России по Украине, все равно там есть ошибка, есть огрехи, но целенаправленно в мирных не било, то сейчас это количество увеличивается, безусловно. Так, я шумел, меня читали. Финляндия, Хельсинки, Санна, привет. Привет, в Крым морское шумит. Екатеринбург тоже на связи. Оренбург, Шахтерск, Новороссийск, Хмельницкий, Воронеж, Порту, привет. Остров Пасхи на связи. Елена, привет вам большой. Белгород шумит, всем мира и добра. Вся планета шумит шелестом. Да, друзья, давайте начинать шуметь, потому что есть о чем пошуметь. Путин сегодня собирает заседание, там глава ЛНР, Следственного комитета, генеральный прокурор со Следственного комитета, и делает объявление. Опять поднимает тему Старобельска, потому что тема такая социальная, потому что вот уничтожение колледжа, да, а там же
пострадавшие, 21 погибший, 45 раненых, всего 85 человек, и сорван же главный процесс. Выпускные же начинаются, и дипломы надо получить этим людям, которые выпускаются из колледжа, и, соответственно, вот это вот все, и делает заявление, что виновные будут наказаны. Так или иначе. Вот тут возникает вопрос, виновные это кто? Это вот непосредственно те дрончики, которые запускали? Виновные это кто? Те, которые цели указывали? Виновные это, может, тот Палантир с искусственным интеллектом? Или Мадьяр на него намекает? А может, на самого Зеленского? Но новое качество войны сегодня, с 1 июня, официально Путин и объявил. Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельский. Вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор. Так, ну это опять-таки это их выбор, соответственно, он демонстрирует этой фразой, что Россия готова к новому качеству ведения войны. Причем, смотрите, тут речь идет о качестве. Украинская сторона всячески, вот сегодня несколько там было таких заявлений, что вот будет мобилизация, вот 100% будет в России мобилизация, как бы наводят жути на Россию. Это делают и беспилотники, это делают и словами, это всячески делают. Но качество войны, это означает характер ударов, это означает прежде всего цели, и это означает мощь этих ударов. Сейчас Киев, вот в эти минуты мы в прямом эфире, находится под ударами дронов. В Украине их называют шахеды, в России называют герани. Реактивные запустили герани, то ли 4, то ли 5. Ну, 5 это почти фламинго на вид. 4 герани недавно смаковали, обсматривали со всех сторон в украинских пабликах, в украинской прессе. Судя по всему, сейчас идет вот это отражение вот этой атаки. Обещают за сегодня, в эту ночь, 400-600 вот в таком масштабе ударов, ну, этих дронов по Украине. Последует ли за ними вот это вот отмщение, да, вот этот новый удар по Киеву, вокруг которого на выходных просто огромное количество версий. Одни говорят, что это там чуть ли американцы попросили не бить, другие говорят, а подождите, вы в своем уме? Россия просто перемирие объявила и никому не сказала, однодневное на Троицу, поэтому отсрочены все удары. Ну, сегодня Зеленский говорит, будет этой ночью, ну, может, следующей, очень и очень опасно. То есть отработка Киева, я так понимаю, особенно на фоне вот этого совещания, она будет продолжаться. Но с кем говорить, понимаете? Вот новое качество противостояния требует нового качества разговора, а разговора как-то не получается. Вот сегодня Подоляк включался на Deutsche Welle. Безусловно, в этом нету никакого секрета, никто не будет там идти на вот эти безумные какие-то условия или безумные реакции субъекта Путина. Мы видим, что они продолжают эту эскалацию. Это, с одной стороны, прямо угрожают разрушением города Киева. Так, смотрите, следите за мыслью. С одной стороны, это прямо угрожает разрушению города Киева. Ну окей, эту угрозу все признали, все обсудили. Она сейчас воспряла и с тем, как наступило лето, определяет тоже новое качество угрозы для Киева. Но это как бы с одной стороны, так а что с другой? Еще раз подчеркну, угрожают, да? То есть мы, конечно же, будем для того, чтобы защитить город и систему. Кто это? Кто? Это журналист. Весь в серьгах, губа пробита, чуб у него, ну такой не украинский, подобие украинского. В принципе, если считать, что он, если он там немножко, может, он думает, что он болел гепатитом, желтухой, что если он желтый, то сверху голубой чуб, то это в цветах Украины. Нормальная немецкая волна, слушайте. Будут работать и с нашими партнерами решаем, как ускорить дополнительные поставки там тех или иных компонентов для закрытия неба. Потому что, еще раз подчеркиваю, все разговоры о том, что с Россией можно о чем-то договориться и остановить ее, это нонсенс. То есть либо вы делаете все, чтобы защитить гражданское население инструментами, соответствующими, я имею в виду, противоракетными системами. Мне так интересно, смотрите, он же в общем говорит. С Россией договориться нонсенс, вы либо делаете инструментами, либо что? Ну, то есть вы это кто? Вы, немцы, давайте, дай. Немцы, давайте, вы чего? А немцы, смотрите, как слушают его. Смотрите, нарядились, не бывает некрасивых женщин, такая, давайте так, посредственная по впечатлению ведущая, очень эпатажный ведущий. Они, наверное, на свой счет это восприняли.
либо вы смотрите на то, как Россия разрушает жилые кварталы в там, больших городах Украины. Поняли, что он сказал? Вы либо даете, либо смотрите, как разрушаются кварталы. А как-то по-другому никак? Никак. А как договориться с Путиным? Никак не договориться с Путиным. Причем я видел аналитику, были там, может быть, условия такие, что, ну, а давайте там как-то, может, там осудим, выдадим, кто направлял эти дрончиков каких-то спишем, а давайте, может, еще какие-то моменты, а давайте как-то на сближение что-то делать. Нет. Ну, то есть расследование объявите хотя бы, да, на своей стороне и делайте его там годами. Этого всего нет. И то, что является такой больной темой, а видно было по совещанию, там было еще вступительное слово Путина, что его это вот очень сильно как бы триггерит. Очень часто говорят, что Путин в информационной, ну, там, вакууме, в ванной теплой. Безусловно, там информация вся доходит, ну, вряд ли вся уж полностью, но полнотой общей картины он владеет. И это для него личное уже стало, потому что он, опять-таки, вступительное слово читал по бумажке, откладывая вот эти вещи. То есть это, видимо, явно задело. Это явно задело вот эта, скажем так, история со Старобельском. Ну а как с ними договариваться? Да никак. Будет Путин разрушать Киев, а виноваты кто? Вы, европейцы, американцы, западники. А я, кстати, всем, кто вот эту формулу предлагает встретиться с Путиным и все решить вопросы, я сначала говорю, можно сначала вы ознакомительную беседу проведете в любой психиатрической лечебнице, зайдете в специальные палаты и поговорите с людьми, которые представляют себя кем-то другим в этой жизни, да, живут в другой реальности, другими оперируют рациональностями, и тогда вы придете и расскажете нам, как с Путиным разговаривать, когда он живет. Смотрите, как улыбается ведущий. Смотрите, зайдите в психиатрическую... Короче, он говорит, что Путин псих. Путин псих. Не, Путин психанул, но псих ли Путин? Ну, конечно, псих. Подоляк не даст соврать. И смотрите, какие гримасы на лицах у этих замечательных корреспондентов Deutsche Welle. Внутри войны, и для него это другая реальность, не наша с вами. Другая реальность. Он живет в другой реальности. А в какой реальности живет Подоляк? То есть у нас под угрозой разрушения Киева. Киев, значит, будет рушиться, развалины. А вы же ничего не сделали. Вы давайте инструменты. Вы чего не даете инструменты? Где ПВО? Где ПВО? Хексет, Трамп. Где патриоты? Понимаете? Вот такая логика. А внутри Украины ярчайший, ну, на вид, как у этого ведущего, ну, он же европеец, а вот ярчайший представитель украинства, экономический эксперт Александр Охрименко комментирует ситуацию. Новый ракетный удар по Украине со стороны фашистской России будет многократно сильнее, чем предыдущий. Но это нас не пугает. Мы выстоим. Погибнуть за независимую Украину – это геройский подвиг для любого украинца. По этой причине нас не запугает. Пускай стреляет. Мы будем отвечать. Да, у нас сейчас не хватает ракет для противовоздушной обороны. Ничего страшного. Пускай стреляет. Мы нанесем мощный, страшный удар по территории фашистской России. И тогда победа будет за нами. И это наша цель. Воевать до победы, не бояться погибнуть за заветы Майдана и независимую Украину. Слава Украине! Героям слава! Ужас. Извините, что перед сном вам это показываю, но вот так это все выглядит. Нет, кто-то скажет, ну он троллит, он там что-то исполняет. Дело не в этом, а как это звучит. Вот так, в принципе, и живет на этом нервяке вся страна под угрозой разрушения Киева, а для них это не угроза, для них это инструмент. Ну, разрушат Киев, это как бы цепанем еще один новый крючок в отношении Европы. Вот так это все и выглядит. И тут опять, как бы до этого был малоадекватный, а тут просыпается адекватный Буданов, выходит и говорит, что у него, оказывается, вот на этом всем фоне, в этом всем раскладе есть поручение закончить войну у Буданова, представляете? А кто ему дал такое поручение? Ну все, давайте перебирать варианты. Британия? Американцы? Брюссель? Не. Зеленський дав таке поручення. Для переговорів з Росією до зими. Чи погоджуєтесь ви з цією оцінкою? І яка ваша думка щодо цього? Можете, будь ласка, пояснити? Повністю погоджуюсь. Це доручення президента якнайшвидше спробувати припинити цю війну. І я підтверджую, це насправді його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії. І я, як керівник Офісу президента, точно буду робити все для того, щоб досягти мету, яку поставив президент України. На мій погляд, вона абсолютно правильна, вчасна і продумана. Вот так.
реалистично, все вовремя, все вообще молодец, у него задача, все хорошо. Об окончании войны вообще речи не идет. Речь идет о новом качестве. О новом качестве. Куражатся украинские паблики, ну, там, выхватывают, берут, смакуют, как нет бензина на юге в Крыму. Давайте так. Смотрите, удары по бочкам, по этим бензиновозам есть однозначно. Это способствует дефициту? Конечно. Но это объективная реальность всегда того региона, любого юга, вот того региона в курортный сезон. Всегда так было. Плюс пассивная, плюс определенные вещи. И накладывается на это еще и вот этот фактор. Фактор нового качества войны. Причем интересно, что украинские паблики смакуют это все с такой необыкновенной, ну я бы сказал, ну вот прям вот таким причмакивая аж это делают. Да? Вот выложил паренек в Крыму, видит, что, скажем так, работник, там мужичок на коне. Так это бензина нет. Бензина нет, думаю, что за фигня на улице, какой-то звук подозрительный, какие-то стуки. Выглядываю в окно, смотрите, мужик, у него сзади написано «Газпром» на куртке, и он на коня пересел, потому что нету бензина. Капец, дожились, блин. Дожились, бензина нет, все, вы понимаете, каменный век, обратили прям всех в каменный век, представляете, очереди показывают, смакуют этим всем, ну и, конечно же, обязательно нужно сказать, что это же россияне, они же плохие, они еще на этом наживаются, и форсят ролик о том, как на Кубани, да, то есть перед Крымским мостом вот продают канистрами бензин. И быстро-быстро, там, скажем так, службы российские говорят, что там есть определенный лимит провоза жидкостей, поэтому там вы там не нагребайте у этих перекупов. По 1,5. Наличка или на карту? А, это вы продаете? Литров. Это 15 тысяч. А это по 20, да? Да. Вот. Есть 30-ка, сколько денег? 2. Я же даю на 30. У вас как, нет проблем с бензином? Часто люди заправляют. Барыги уже тут как тут, с баклажками с этими. Ну, то есть проблем, видите, на Кубани нет, а вот там дальше есть. И это выдает, ну, как бы вот это тоже новое качество войны. Все перерезали, все контролируется украинскими дронами, Зеленский хвастается. Буданов, правда, не впопад это коментирует. Так, це не перший раз, і ці коридори періодично ми перериваємо, причому досить таки ефективно і на тривалий проміжок часу. Просто це черговий такий етап, мабуть, правильно сказати, цієї стандартної операції, який досить таки ефективно, він впливає серйозно на логістику росіян, тому що пальне перевозиться бензовозами, більшість. Потягами не так багато йде, більшість йде бензовозами. А ви розумієте, нема палива, стоять автівки, а це все логістика, перш за все. Бойова техніка не так сильно використовується, а от питання логістики, воно постійно вимагає палива. Це, зрештою, генератори. Ну, це все, що допомагає російським окупантам виконувати свої завдання. Тому це максимально ефективна робота, вона потрібна і правильна. Це ускладнює їх мрії про виконання їх завдань. Якщо ви ставите питання, чи зупиниться Росія, ні, не зупиниться, цілком очевидно. Ну, то есть четко и ясно. Остановит это Россию? Нет, не остановит. Да, логистика, да, проблемы, определенный переход, но ничего не остановит. Да и вообще, как бы, видите, ну, Буданов об этом, вы же видите, говорит довольный. Вот он, Буданов, в этом куске, в этом, мне напомнил, знаете кого? Макрона сегодня. Макрон сегодня куражится, говорит, слушайте, Тагор, есть такое судно, танкер, там российский экипаж, понятно, там флаги, не флаги, короче, российское судно, оно перевозило нефтепродукты, Мурманск, Балтийское море, и вот в Атлантическом океане его приняли. Ой, как красиво, какая спецоперация была. Вот, смотрите, высаживается десант, все, они там в зеленом свете под этой камерой проходят, и Макрон как бы демонстрирует, что вот он задержал это судно. Причем делает это не в первый раз, но это все происходит на фоне очень и очень, ну, таких непростых процессов в мире. А все почему? Потому что сегодня очередной шок, удар по мировой экономике. Иран закрывает Ормуз.
Все. Иран приостанавливает переговоры с США, Тегеран принимает решение полностью перекрывать Ормузский пролив, сообщает Тансин. Причина? Потому что в Ливане активизировались боевые действия. Вот и все. И начинается опять рост цен на нефть. Ну а что Трамп? А Трамп говорит, мне все равно. Если они закончились эти переговоры, мне действительно все равно, меня это совершенно не волнует, говорит Трамп в интервью CNBS. Трамп также сообщает, что намерен спросить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, что происходит вообще с Ливаном, что это такое. Кроме того, заявляет, что не обеспокоен ростом цен на нефть, которые резко выросли на фоне этих сообщений о перекрытом проливе. Я думаю, что цены на нефть очень скоро рухнут как камень в самом ближайшем будущем. Трамп продает новости завтрашнего дня. Трамп не видит главной причины. Главная причина этого всего кризиса он не замечает. Почему? И правы ли те обозреватели Нью-Йорк Таймс сегодня, что он устал вообще от этой Украины, он с Ираном не может разобраться, и вообще отстаньте со своей Украиной. Будем сейчас говорить с американистом Алексеем Наумовым, он тоже сегодня с нами шумит. Алексей, я вас приветствую. Здравствуйте. Я и в телеге. Подписывайтесь на меня, Алексей Наумов, .внешпол. Да, рад вас видеть, Александр. Рад видеть виртуально всех, дорогие друзья. Да, давайте все-таки начнем с позиции Трампа. А Трампу правда все равно? Трампу, правда, все равно. Он в целом вообще не любит вещи довольно сложные. Он любит вот куда пришел, увидел, победил. Он любит простые ответы на простые вопросы. И копаться в сложностях, там Абхазия, Азербайджан, что там, короче, помирились ради меня, и все хорошо. Поэтому ему, конечно, все это надоело, и поэтому он слегка отходит в сторону. Потому что называется, Трамп приходит ловить рыбу там, где она есть. Помните, как рыбалка на белых камнях и на черной скале, да, по-моему? Я уж классику забываю. Вот. Ну, в общем, да, он приходит туда, где рыбу на крючок ему насаживают все сами. А там, где нужно повозиться, как-то самому постараться, он находиться не любит. То, что он позвонил сегодня Нетаньяху, это на самом деле какой-то лютый позор. Нетаньяху, получается, подставляет Трампа под удары рынков, под негодование Ирана, который, в общем, там была перестрелка, да, там дрон сбили, США атаковали Иран бил по базе в Кувейте Соединенных Штатов Америки. А все почему? И пролив, собственно, почему закрывает Иран? Потому что Ливан бомбят. И Трамп поговорил с Нетаньяху и говорит, я сейчас поговорил, и вот они шли на Бейрут, Цахал, а сейчас вот я сказал, и они развернулись после этого разговора. Но это же жесткая подстава всех тех усилий, которые предпринимает Трамп. Или это такая многоходовочка? Не, буквально одернул, да, то есть на самом деле интересная история. Иран показывает, что в этом конфликте, в этих переговорах есть два взрослых человека, да, это американцы, вернее, Трамп и, соответственно, не знаю, там, Айтала Хаминеи сейчас младший. Израиль — это как бы такая, значит, боевая собака американцев, и что Америка сказала, то Израиль делать и будет. И Иран, издеваясь над Израилем, Трампу говорит, ты пса-то своего там одерни, что он у тебя опять полез, значит, Ливан кусать? И Трамп одергивает пса. Довольно унизительная ситуация для Израиля, но мы понимаем, что сегодня Израиль не может себе позволить открыто идти на конфликт с США. Нетаньяху пытается, да, выловить какую-то мутную рыбку в этой воде, опять у нас какие-то рыболовные аналогии с вами пошли, у меня пошли, то есть, и... под шумок там откусить кусок Ливана, под шумок кого-то убить, под шумок кого-то разбомбить. Но Иран не дает ему это делать безнаказанно. По поводу требований Ирана. Очень интересно, что вот так вот выглядит, собственно, это требование. Он требует, в принципе, вывести военные базы с Ближнего Востока, со стран соседей. Значит, меморандум о взаимопонимании между Ираном и США предполагает полностью из соседей вывести американские войска. И, понятное дело, снятие блокады, сообщает иранский государственный телеканал, блокады Ормуза с американской стороны имеется в виду. Если эти требования не будут
будут выполнены, Иран обещает в течение месяца восстановить нормальный проход судов через Ормуз, хотя и под контролем уже иранских властей. Вот смотрите, с вот Израилем и с таким партнером или союзником, ну, Трампа явно толкают как раз-таки в этот процесс или нет? Вы имеете в виду в процесс... Исхода из Ближнего Востока. Ну, слушайте, безусловно, как бы иранцы хотели бы, чтобы Трамп ушел с Ближнего Востока. Трамп не хотел бы. И вот сейчас как бы вот он барахтается, пытается найти какой-то средний способ, который и Иран утихомирит, и Израиль совсем уж не обидит, и что-то для американцев оставит. То есть это интересная история, когда Трамп хочет выйти уже, да, хочет уже пойти на выход, но Иран не дает ему этого сделать. Иран продолжает держать его в тисках и довольно открыто унижать. Вот штука с Израилем – это унижение. Уход с Ближнего Востока – это тоже унижение, и его, понятное дело, не будет. То есть понятно, что иранцы понимают, что это слишком большой кусок, который они могут надкусить, но не могут окончательно, что называется, проглотить. Поэтому сейчас они повозюкают, поваландуют Трампа, ну и потом, я думаю, его отпустят, какие-то для себя преференции, конечно, получив. Вот. Насколько эта ситуация, а ведь мы видим, что эта ситуация активно комментируется в контексте, ну, скажем так, будущего войны России и Украины, и в контексте, прежде всего, вот этого нового качества, да, которое как бы украинская сторона задает тон, а Путин говорит, ну что ж, мы принимаем этот вызов, ну, фактически, да, ведь давайте так, нефтяной кризис, да, кризис финансово-экономический, Европу затрагивает прежде всего, а она основной спонсор и донор. Вообще, стороны сейчас, Россия и Украина, воюющие, я имею в виду стороны, открыто воюющие, они готовы к повышению ставок такого рода, финансово прежде всего? Они готовы, потому что и Россия, и Украина воспринимают конфликт как экзистенциальный. Они считают, что это борьба не на жизнь, а на смерть. То есть проигрыш равен смерти. А когда проигрыш равен смерти, вы готовы к любым издержкам. Здесь понятное дело, что Украина подставляет под эти издержки Европейский Союз, но Европейский Союз пока, как мы видим, готов. Он считает борьбу с Россией также важной своей задачей, а не чисто украинской. И поэтому он готов спонсировать, готов финансировать, готов, соответственно, идти на какие-то жертвы. Поэтому, да, безусловно, я думаю, что стороны готовы. Россия также считает, что ситуация развивается в выгодную для нее сторону, то есть, когда продолжаются боевые действия. Мы с вами об этом много раз говорили, когда обе стороны считают, что они получают от продолжения боевых действий какие-то выгоды, когда для них продолжение выгоднее завершения прямо сейчас. И мы видим, что и у России, и у Украины есть основания считать, что это так. То есть, грубо говоря, Россия опирается на одну статистику, на одни данные, Украина опирается на одну статистику, на другие данные, и, соответственно, каждый считает, что да, что можно продолжать. Поэтому Украина готова и Европа под это подставлять, ну а Россия, естественно, не собирается сдаваться. Россия, понятное дело, как вы справедливо отметили, отступать не намерена. Экономист сегодня публикует вот такой специфический, но давайте его обсудим, материал. Значит, Украина может осуществить бронетанковый прорыв на фронте уже в этом году. Значит, в материале о том, что в войне в Украине сейчас напоминает поздний этап Первой мировой, фронт застыл, стороны истощены, при этом проявляются новые тактики, как в 1918 году, представляете, которые могут снова сделать возможными прорывы, развитие технологий и тактики, может вернуть маневренную войну, Украина может создать локальные зоны превосходства, подавляя российские дроны и позиции рэбом, ну и своими дронами-перехватчиками, артиллерией, создав локальное преимущество. Открыв котел, украинские войска смогут прорвать оборону и продвинуться аж на 5-10 километров. Британцы, это экономист все-таки, да? Ну, это они нам как бы желаемое за действительное или планы, которые, собственно, уже куются и вовсю уже могут быть озвучены. Помните, вот это вот потрясающее контрнаступление Залужного? Контрнаступ. Его же тоже активно обсуждали. Мы в начале этого пути. И как бы вы прокомментировали такой материал в «Экономист»?
люблю, знаете, такие материалы. Вот Украина может создать преимущество, а может и не создать. Как бы может получить, а может и не получить. И вроде как бы взятки гладкие. Слушайте, пока ни у одной стороны мы не видим каких-то эффективных методов по превращению позиционной войны в войну маневренную, по выходу из этого тупика. Мы видим, что стороны как раз-таки сворачивают постепенно, да, то есть интенсивность продвижений на фронте сокращается, и, судя по открытым данным, и увеличиваются как раз атаки дальнобойные на объекты тыла, на объекты энергетики. Поэтому об этом было, кстати, написано хорошо у Василия Кашина, наверное, все читали эту статью, это «Чугунная проза реальности» она называется, журнал «Россия в глобальной политике». Статья такая довольно необычная, да, учитывая, что Василий Кашин очень хороший эксперт и никогда не отличался миролюбивыми настроениями, но вот он пишет, да, что буквально сейчас такая ситуация, что не просматривается какого-то средства, которое способно ситуацию изменить. Так что нет, я думаю, что мы подзавязли в этом всем, да, то есть конфликт все больше становится конфликтом экономик, конфликтом систем, конфликтом государственных машин, а не только конфликтом армий. И как раз дроны сейчас как средство обороны, в общем-то, имеют преимущество над любыми средствами атаки. Поэтому я не понимаю, откуда Экономист это берет. Это вот, это любимые статьи, я говорю, может получить, а может и не получить. Не выиграл, а проиграл, непонятно. Уиткофа ждут в Киеве. Приедет? Да, слушайте, не знаю, приедет, не знаю, может быть, борща поесть. Но то есть, на самом деле, конечно, понятно, что Уитков не является самостоятельной фигурой. Уитков это буквально, да, там как-то десница короля, десница императора Трампиана, как я сегодня писал про вот эту буквально позднюю Римскую империю, которая на наших глазах, буквально, да, для тех, кто читал мой пост в телеграм-канале «Внешпол», всем, конечно, большое спасибо. А кто не читал, буквально, знаете, безумный император воюет с Персией, значит, его претарианская гвардия изгоняет нелегальных мигрантов без римского гражданства, подавляя выступления недовольных. Перед императорским дворцом возводится огромный октагон для гладиаторов, где размалеванные варвары будут, значит, в день рождения кесаря как-то там бороться. Смешно. В общем, да, Трампу сейчас не до этого, и дело не только в отсутствии у него воли. Стороны пока намерены побороться, стороны намерены продолжить конфликт, и Трамп здесь... Знаете, Трамп приходит тогда, когда типа в лотерее выигрывается джекпот, а когда... Или там этих, значит, как называется, да, вот, значит, а когда просто крутится этот барабан, и там, значит, выпадают какие-то бочки, и там, типа, барабанные палочки, там, типа, пятерка, вот это Трампа не интересует. Когда вот выигрышная комбинация, тогда он приезжает. Поэтому Уитков может приехать, но вряд ли что-то из этого выйдет. Угу. Еще один вопрос, он принципиально важный. Зеленский и Буданову, как Буданов сказал, да, дал ему до зимы поручение закончить войну, и сам говорит, что окно возможностей, что до ноября. Это все, понятное дело, крутится вокруг выборов, да, в Конгресс в Соединенных Штатах Америки. Там очень интересная ситуация. Во-первых, сегодня Вашингтон-Пост списал Камалу Харрис. Говорит, где Камала? Камалы нет. Более того, сегодня тоже очень интересный момент. Я хотел прям это с вами отдельно обсудить. Значит, Барак Обама, представляете, его Барака Обаму взломали в его соцсети. То есть... Понимаете, это же просто что-то необыкновенное. Когда Барака Обаму ломают, хакер некий получил доступ к его официальному аккаунту, президентскому. И причем тут не личная страница, а аккаунт, который он вел во время президентства. И там несколько постов появилось, в том числе сгенерированное искусственным интеллектом изображение с надписью на фарси, которая переводится как «Белый дом находится под контролем шиитов». Представители там Меты, Facebook, Instagram подтвердили, что да, взломали, контроль над аккаунтом восстановили, конечно, этого прогнали, злого хакера, но осадочек остался, ведь мы видим, как разворачивается, даже вот таким путем, таким незамысловатым, разворачивается, там уже начинается вот эта предвыборная гонка. А Украине есть там место? И оправданы ли эти ожидания, что вот сейчас повоюем до ноября, а там уже и все, и можно и заканчивать?
Я думаю, что это не то чтобы ожидание, это желание Владимира Зеленского. Желание это обусловлено тем, что российские атаки по энергетической инфраструктуре, очевидно, нанесли довольно большой урон. Урон этот кумулятивный, и сейчас он может быть незаметен. Он был менее заметен в прошлую зиму и будет более заметен в следующую зиму. Соответственно, Украина полагает, что она может нанести России достаточно ущерба, чтобы та согласилась на энергетическое перемирие или там вообще заморозку по линии соприкосновения. Поэтому я думаю, что это, что называется, виш-лист. Это список желаемого, список подарков, которые хотел бы Владимир Зеленский под зиму. Но вряд ли из этого что-то выйдет. То есть Россия тоже считает, что она способна нанести Украине такой урон, который заставит ее согласиться на передачу неподконтрольных пока России частей Донбасса. Поэтому здесь, ну, что называется, борьба продолжается в полную силу. Алексей Наумов, автор канала «Внешпол», то бишь «Внешняя политика» в телеграм-канале. Подписывайтесь. Кто из России, их Максе. Они, по-моему, да, все... В Максе. А, еще в Максе, да? Макс, конечно. Ну что же вы. Да, в мессенджере Макс замечательно, у меня есть канал. Они переименовали, они же как не кириллицей, а латиницей. Вот что они. Наоборот, не латиницей, а кириллицей. Суверенизировали наш мессенджер Макс суверенный. Так что да, кто в мессенджере Макс сидит, у кого с телеграммом проблемы, пожалуйста, подписывайтесь. А про Обаму, знаете, ну, вспоминается как типа, Барак, Обама, ну типа, да, диалог двух, значит, больших интеллектуалов. Он просто как символ того, что Иран побеждает в мемной войне с США, это правда. Спасибо вам за рекомендацию, Александр. Да, правда, спасибо, кто подписался. Спасибо тем, кто еще подпишется. Надеюсь, у меня интересно. Я вот сегодня написал смешной пост в стиле Трампа про Армению. Ну да ладно. В общем, почитайте. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Как там добра и света, да, кажется, надо говорить? Да, обязательно. И хорошо, что пошумели вместе с нами сегодня. Алексей, до новых встреч в эфире и, конечно, на страницах мессенджеров. Друзья, мы продолжаем наш сегодняшний шум. И как раз-таки продолжим вот там новым качеством войны. Сегодня Deep State опубликовал вот такую интересную, скажем так, инфографику. Впервые с 23 года в мае ВСУ отбили больше, внимание, территории, чем оккупировали войска Российской Федерации. Вот так взяли и сообщили. 14 квадратных километров Украины всего заняли россияне, при этом количество штурмов увеличили аж на треть. Ну вот видите, как ничего не получается у россиян. Ничего не получается. Причем интересно, что не только штурм, а еще и запуску беспилотных летательных аппаратов уделили внимание. Здесь просто лютые рекорды. И Украина, и Россия установили эти рекорды ударов друг по другу дронами. Это официальные данные. По украинским официальным данным, Россия запустила 8150 дронов разных типов. При этом, по данным Минобороны Российской Федерации, украинских дронов было 8973. Данные там Джон Феликс, есть такой осинт-аналитик, он их суммировал. Получается, видите, больше дронов Украина запускает. И территорий так мало, несмотря на количество штурмов. В России своя правда и свои подсчеты. Там не территории, собственно, смакуют, а населенные пункты. И это тоже прям, ну, вот очень интересно. Ну, и тут они приводят, что 19 населенных пунктов Донецкой области, там, как они говорят, ДНР, то есть, причем показывают конкретно по карте и продвижение, и название, что вот они, никто никуда, собственно, не делся, причем с севера на юг, всего 19 пунктами меряют, не территорией, а пунктами, ну и, конечно, направлениями вот этих ударов. Для тех, кто сравнивает Deep State карты, с этим очень интересно. Днепропетровская область 3 населенных пункта, скажем так, взяли. Запорожская область 6 населенных пунктов. И, ну, вот тут они, понятно, разные. Там большие, маленькие, территориально разные, соседние, чуть подальше. Ну и очень интересно смотрится, конечно, в этой связи Сумская область. Там 14 населенных пунктов. Это приграничье на самом севере. И немножко вот южнее, да. Ну и, соответственно, да, вот здесь непосредственно возле Сум, места вот этих прорывов, куда, собственно, зашли после отступления ВСУ из Курской области. И вот прям
населенные пункты, конечно, не такие частые, не такие плотные в Сумской области, но Харьковской области освободили, видите, пишут 21 населенный пункт. Поэтому что там по квадратным километрам сказать сложно, да, и кому верить. Та и другая, я просто хочу это подчеркнуть, та и другая сторона не могут, ну вот здесь, видите, тоже здесь Купянское направление показано непосредственно. Хотя, видите, Купянск уже прям заняли по этой инфографике и идут вперед. Хотя это совершенно не совсем так. И с 1 по 31, 60, короче, за весну 63 населенных пункта. Так считают в России. Считают или нет, но это исключительно история для тех, кто на чьей стороне, но для сравнения этих цифр итоги весны или одного месяца проводить, вот здесь уже подводить, это уже прям очень интересно, да, кто как смотрит. Примечательно, что даже на фоне вот этой разной информации, да, с двух разных сторон, возникают опять и опять вопросы внутри, да, вот конкретно украинской стороны, внутри. Буданов в своих вот этих комментариях сегодняшних, он о единении заговорил. Олексій Івашин, громадський військовий рух. Як, на вашу думку, нам забезпечити єдність українського суспільства перед лицем тих викликів, які стоять перед нами? Дуже дякую. Дуже просто перестати шукати зраду всередині себе для початку, а згадати, що на час війни ми маємо об'єднатися і маємо пам'ятати, що ми є єдиний народ, і ми єдині від заходу до сходу, півночі до півдня. З внутрішньою проблемою потім, після війни, спокійно розберемось. Спочатку треба захистити саме існування держави, знищити ворога і припинити бойові дії. А після вже будемо розбиратись, хто більший герой, хто менший, хто сволота, а хто ухилянт, утікач. Ну, сейчас победим россиян, а потом будем разбираться. Перевожу. Получается, уничтожим врага. Получается, что никогда не будем разбираться. Поэтому разбираются сразу, по ходу. Вообще тема того, что происходит с украинцами, она, конечно, это прям, это топ история, которую обсуждают и в соцсетях. Это, конечно, вещи, которые по-настоящему тревожат. Очень тревожат. Получается, что украинцы, они вообще сами по себе не самые лучшие, как оказалось. Делятся своими впечатлениями люди, уехавшие из Украины. Что я поняла, немножко поездив по миру. Например, то, что наша нация не является самой лучшей нацией, как нам это пропагандируют. Наверное, Да ладно! Украинцы не самые лучшие, говорит украинка. Чего? поговорка «моя хата с краю» не просто так, именно на нашем языке. Я знаю, что кто-то от меня обязательно сейчас отпишется, кто-то засрет. Вы можете меня осуждать, но действительно, побывав в других странах, пообщавшись с другими нациями, посмотрев их групповые чаты, как люди друг другу помогают, как они организовывают, и заглянув в наши чаты, где кто-то напишет какой-то вопрос, либо скажет о каком-то предложении, и в итоге польется очень много сарказма, шуток, матов. Крайне неприятно было там находиться. Когда я ездила по странам, я старалась избегать украинские чаты. Когда ты видишь цивилизованных, неагрессивных людей, которые не используют ни пассивную, ни активную агрессию, большинство дружелюбные, не нападают друг на друга, помогают другим нациям. Раньше я вообще не понимала, почему наши не хотят жить в тех районах либо домах, где есть тоже украинцы, и стараются жить там, где их минимум и большая часть местные. Когда-то я думала, что наоборот. Хочу жить там, где есть люди, говорящие на моем языке, и мне так комфортнее, один менталитет. Создает ощущение, будто ты дома. Но нет. Теперь я абсолютно не хочу жить там, где много наших. К сожалению, мы не самые отзывчивые, мы не самые щедрые, и мы не самые дружелюбные и добрые даже к своим же. Я не патриот, и мне сложно навязать вот эту патриотическую ноту. Нам в головы такие вещи внедряют для того, чтобы мы были послушными и выполняли то, что хотят власть имущие. Мы получаем что-либо с этой земли, которую мы защищаем. Нет, это набивает карманы лишь тех, чей-то бизнес, лишь тех, кто сверху. Большие шишки. Обычный народ не получает ничего и живет за самый минимум. Так почему тогда мы должны идти и защищать? Это моя точка зрения, вы можете с ней не согласиться, но новозеландцы, австралийцы мне понравились больше. Все, можете писать, едь жить туда, в Украину не возвращайся.
Да, ну так и напишут, конечно. Она говорит о том, что я тут вижу, что звука, да, у некоторых не было в чате трансляции, но очень тихий звук. Она говорит о том, что, ну, какая-то странная история. Люди смотрят, как они общаются в других чатах, да, чатах, там, домовых каких-то организаций, еще где-то. Они не хотят жить, украинцы, с украинцами. Вот именно с украинцами. С русскоязычными или там это другой вопрос. А вот с украинцами как-то вот не хотят, потому что где что ни напишешь, какой-то вопрос задашь, да, сразу на тебя налетают и атакуют тебя. Вообще эта тема, да, вот поражает тем, что некоторые вообще считают, що українці скоро возьмуть і исчезнуть. Українці скоро зникнуть. Не через обстріли, не через росіян. Ми зникнемо за власним бажанням. Бо вже немає сили жити серед людей, які ненавидять один одного сильніше, ніж ворога. Сильнее ненавидят друг друга, чем врага. Вот Буданов говорит, уничтожить врага. Так а зачем? Мы сами себя нормально уничтожаем. Що з нами сталося? Нещодавно загинула молода дівчина, блогерка, разом зі своєю такою ж молодою помічницею. І знаєте, що я побачив під новинами про смерть? Не співчуття, не людяність, не біль, а стадо, яке жадібно жерло чужу трагедію. Стадо, которое жадно жрет чужую трагедию. Вот что обычно выливается в комментариях. Мінус тупа блогерка, сама винна, ніхер літать. Ви взагалі розумієте, наскільки ми стали хворими? Бо це вже не виняток, це нова реальність. Ми живемо в країні, де люди настільки обездолені, що чекають на смерть власного родича з фронту, щоб отримати виплати. Потім гризуться за ті гроші і влаштовують сімейні війни на кістках. В країні, де бідний йде вмирати, а багатий купує собі ще одне спокійне літо. В країні, де людей перетворили на ресурс, без права, без голоса, з одним обов'язком – терпіти і здохнути. І страшно, що всі вже до цього звикли. Страх, ненависть, приниження. Постійне полювання одного українця на іншого. Тут всі ненавидять всіх. Ми так довго живемо з болем, страху і несправедливості, що почали втрачати людське обличчя. І якщо чесно, іноді мені здається, що головна трагедія цієї війни не в зруйнованих містах, а в тому, що українці більше не хочуть бути українцями. Бо ми перетворились на зграю, яка чекає, хто першим впаде, щоб розірвати його на шматки. Стая, которая ждет, пока кто первый упадет, чтобы порвать на куски. Вот так это все выглядит в соцсетях, вот так это выглядит из-за границы, вот так это выглядит за границей, вот так это выглядит внутри страны. Внутри страны это самое страшное. О каком единении говорит Буданов? Люди в комментариях просто прозревают. Люди смотрят на перезахоронение, ну, до этого Ющенко, который пришел, да, перезахоронение Мельника, и диву даются, и поражаются. Хочу прокоментувати оцей дурдом. Цирк оцей. Ключові слова «солодше нам за волю умирати». Щось я не бачу, що ви вмерли. От я не бачу, щоб хтось з вас за волю вмер. А вмер звичайна людина. Василь, вмер, куди збивають ракети над домівками простих людей. І ті прості люди. Ви вмирати зовсім не збираєтесь. Тому навіщо ви такі пісні, що вам солодше за волю вмирати? Хто з вас вмер? Покажіть мені. Хто з вашої команди хоч один вмер? Ніхто не вмер. Всі живі, всі упаковані, од'їдені щоки і скуплені острова. Везде, по всіх країнах світу ви поскупили домівки і острова. І на війні зробили статки. І ніхто за волю, за вашу, вмирати не збирається. Вас не то, що ви вмирати збираєтесь, вас від кормушки не відтягнути. Вже по 7, по 10 років ви за кормушками сидите. За волю ви збираєтесь вмирати. Брехуни. Брехуны. В раке кругом. Никто не собирается за волю умирать. Но поют, ручку на сердце кладут, а на самом-то деле, ну, кто воюет? Кто единицы, кто там из политиков или оттуда воюет. Кто собирается вообще за это умирать? Вообще, вот эти песни, они зачем? А это интертеймент, это реклама. Чтобы денежка капала. Чтобы денежка, сегодня официально там говорят, да, кредит от Европейского Союза, да, выделяют, они будут как бы больше платить военным. Больше платить. Но проблема денег, мне кажется, немножко в другом. Классический просто эпизод. Классический по поводу денег, 10 миллионов долларов тебе сейчас с условием, что ты завтра не проснешься. А если тебе предложили 10 миллионов долларов, ты бы взяла? Ну, конечно, возьму, да. И что бы ты сказала? Ну, наверное, бы сказала спасибо, да? Да, конечно, я была бы благодарна. Но только дали тебе с одним условием. Ты не проснешься на следующее утро. Вот тогда бы ты взяла? Нет. Вот. Так значит, что проснуться на следующее утро стоит
Больше, чем 10 миллионов долларов? Получается, что да. Так что просыпайся с улыбкой каждый день и цени то, что у тебя есть. Это, конечно, очень такое сладенькое видео, психологическое, но оно открывает суть вот этого непознанного. Я с другой стороны хочу посмотреть на это. Эти люди, они знают, что они завтра утром проснутся. Поэтому, конечно, они берут эти 10 миллионов долларов. Ну, условно, там, кто по миллиончику, кто 10, кто 250, кто еще сколько-то. Они знают, они понимают, что они завтра проснутся. А люди, которые рискуют и могут не проснуться завтра утром, ой, ну они, как вам сказать, они радуются обычной жизни. Вот, пожалуйста, блогер из левого берега Херсонской области, неподконтрольного Києву. А у нас зараз на лівому березі Херсонщині отакі, бачите, з мою голову. У мене даже яка там голова? 2 голови. Отакі херсонські гарбузи у нас зараз. Спеціально футболку зняв, щоб не обляпатись. Бо воно таке сладке, як кусок сахара. Он нахал в первый день лета, да, вот это, показываем его. А вот это, ну, на том берегу Днепра, Херсонская область, неподконтрольная. Оце стою під горіхом і херсонського гарбуза їм. Що значить правильний вибір треба було зробити? Лівий берег. Правильный выбор, говорит, надо было сделать. Левый берег. Географически левый дом. Он выбрал дом и ест арбузы. Представляете, какой негодяй. Миротворец его. А ту его, статью ему за то, что он говорит, правильный выбор сделал, тут много арбузов. И буду есть, и буду чавкать без футболки, чтобы не обляпаться, понимаете? А что говорят в Украине? Да? Что говорят в Украине? А в Украине говорят, что да нет, подождите, у нас стоит четкая задача вернуть свои территории. Выполз даже Наливайченко. Он при Порошенко с 2014 года был главой СБУ. І безпосередньо відвідуючи наші військові підрозділи, знаючи одне, ми тримаємось, ми не збираємось прогинатися, відступати, капітулювати, але ви нас підтримуєте там, в Києві, в Верховній Раді, в уряді, на рівні президента в тому числі. Тому і наскільки Україна тримається, це відповідь в нас з вами, в українцях. І вона очевидна. Ми переможемо, ми будемо звільняти на рідну землю. Будет он возвращать родную землю. Он готов умереть за волю. Он говорит, а я общаюсь с военными. Конечно, будем умирать, освобождать. И говорит Наливайченко в этом же интервью, что справедливый мир – это возвращение границ 91 года. Какая очень узкая дистанция между каком-то, помните, перелом в войне, между вот этими медийными, вот этими раскрутками успехов, где-то объективных, где-то субъективных, до опять-таки возрождения нарратива, что мы будем атаковать. Экономист пишем, мы пойдем в танковый, бронетанковый прорыв, 5-10 километров вопьемся куда-то, зайдем. А куда наступать? Ну как куда? Освобождать свою землю до границ 91 года. Вот военный эксперт Стариков рассказывает, а что вообще освобождаем? И что у нас останется? Вот так вы меня спросили, что будет с той территорией? Да. Ничего не будет. Мертвая зона. Буферная зона. Там никто жить не будет. Там будет жить, как в Чернобыльской зоне, 1 бабушка или 2 бабушки. Коты, собаки, звери. А там никого никто жить не будет. Коты, собаки, звери, там никого не будет. Там никого не будет. Мы освободим, и там никого не будет. Там, ну, а что? А почему не будет? А там же дорого сильно разминировать. Почему? Потому что после войны необходимо будет проводить гуманитарное разминирование. Стоимость 1 квадратного метра гуманитарного разминирования от 2 до 5 долларов. Квадратный метр. Гектар. 100 на 100. Сколько квадратных метров? Это что такое гектар? А квадратный километр сколько? Я примерно посчитал. 500 миллиардов долларов. Еще раз повторяю. Только на разминирование 500 миллиардов. Поэтому никто там жить не будет. 500... Следующее. Что жителям делать? Собирать все, что ценно, и уезжать. Собирайте все ценное и уезжайте. Никто там жить не будет. 500 миллиардов долларов. Все. Все просто. Так о каких тогда границах 91 года сейчас заговорили опять? Опять на фоне вот этих там медийных новостей. Вот Донецк
от линии фронта, ну там очень мало, да, очень мало от линии фронта. Много людей в Донецке. Неужели Донецк возвращается в мирную жизнь? Блогеры, девочки, вот эти вот, такие же девочки, как мы их видели фотографии в Старобельска, ходят по Донецку, смотрят парк, люди, фонтаны, гуляют, говорят, ничего себе, неужели мирная жизнь? Люди хотят уже мира, понимаете? Но, судя по всему, раз там освобождать, ну тогда будет заминирование, дистанционное минирование вот этого коридора сухопутного Таврида. Это надо 500 миллиардов, чтобы все разминировать. Представляете, сколько стоит? $2,5 один метр квадратный. То есть никто там жить не будет. Так это освобождение или превращение в нежилое состояние? То есть тут надо понимать о приоритетах этой войны. Плюс еще, куда она идет, эта война? Вот не отпускает всех какой-то, вот Экономи же написал, надо бронетанковый прорыв 5-10 километров. Ну куда? Есть же много интересных других направлений. Беларусь, советник министра обороны, Флэш рассказывает. Якщо ми будемо бачити, що з Білорусі будують там бази там шахедів і запускають шахедів, ну ми будемо атакувати ці бази. Тобто наша абсолютно іншим типом БПЛА. Це залежить від того, яка сама загроза буде нам з Білорусі. І зараз це важко сказати, але ми знаємо, це ж не тайна, у нас є розвіддані, достатньо, і супутникові. Ми знаємо, що відбувається в Білорусі. Ми бачимо там рух військ, як вони там будують укріплення, дороги, і це не є там тайна, да? Ну, это не тайна, все открыто. Но если там будут угрозы запусков, пойдем в Беларусь. А что, 5-10 километров? Нормальный советник, нормально посоветует Федорову, который сейчас занят там проблемами ТЦК, о них немножко позже. Или, например, Приднестровье. Вот есть такой Юрий Береза, Днепр-1, доброволец, вояка. На нашому практично спокійному заході ми до сих пір маємо Придністров'я. І питання Придністров'я нам також прийдеться вирішувати. І я думаю, що там якраз, як вони СВО називають, ми маємо право зараз провести своє СВО, узгодивши... Посмотрите, как он себе заплел бороду. Это прям очень интересно. Ну, это чтоб не трахти-бедох-тебедохали его, чтоб волосиночки и желания там не загадывать. Или что? Или модно? Нравится вам такое? Мне прям очень интересно. Вообще, конечно, все эти бородатые, вот эта вся мода, как бы так, отношусь к ней очень посредственно, все равно как бы я по классике, но вот что бороду заплести и еще вот это вот там резиночками связывать, косички плести, это прям очень интересно. СВО, говорит, надо в Приднестровье. моменты с урядом Молдовы. Договоримся с этим правительством Молдовы и все, и пойдем в СВО. Слушайте, нормальные планы, нормальные советники, Флэш говорит, будем атаковать, посмотрим, какие угрозы, Приднестровье будет наше СВО. А чего там на фронте там идти, правильно? Надо больше безжизненного пространства, и мы только страдаем, пускай белорусы пострадают, приднестровцы пострадают, конечно же. Это же просто что-то. Это же просто что-то неимоверное. Это вот Флэш. А вот другой советник Федорова, он, например, в политику собрался. Вы видели уже этот цирк? Я принципиально не буду смотреть этот матч. А я думаю, многие тоже не будут его смотреть. Это просто какой-то... Это ж чувака готовят в политику. Соросята. Притулу готовят, тут этого, который промывает мозги молодежи. Готовят в политику, говорит. Вы будете смотреть этот матч? Это же цирк. Вообще, конечно, зря, что не посмотрели. Некоторые посмотрели и были просто есть разные зрители. Вот я, например, фильмы ужасов не уважаю. Да? Мне там больше комедии нравятся, причем желательно такие отечественного пошиба, чтобы понятен был контекст и юмор. Редко какие-то там комедии западные, да. Например, французские, они специфические, там какие-то еще Голливуд, там разные периоды были, но тем не менее. Но вот давайте так, плюс-минус, чтобы юмор и чтобы или мелодрамы, тоже интересно. Или, конечно, если экшены, то это международный формат, там всякие там загадочные Игры престолов или исторические вещи, там драмы какие-нибудь. Но это какая-то компиляция жанров, то, что увидели на комментировании финала Лиги Чемпионов для всей страны. Хочу передать привет к Мегаго, комментаторам. Вот их комментирование это просто полное дно.
Я даже не про образи, про ті жарти, коверкування фамілій і так далі. Це так потужно, це так настільки перемога, що аж не можу, мені так весело, так смішно. Я не смотрю с украинскими комментаторами совершенно по другим причинам. Я о них расскажу чуть позже. А вот этот фрагмент я хотел обсудить вместе с вами. Ну, послухайте, що я маю в виду. Зараз просто впав в штрафному, його там Маркіньо свій зачепив, він тримається росіянин, не може встати, таке я теж багато разів бачив на відео. Россиянин не может встать, я так много видел такого на видео. Яким ми публікуємо, на заміну готується інший воротар. Не росіянин. Не росіянин. Ха-ха-ха, не россиянин готовится на замену, другой вратарь, представляете? Представляете, какая история? Це вже добре. Матч буде цікавим. Так. Так, ну, в принципі, він 300, воротар 300, але враховуючи 300, вратарь 300, понимаете? те, яка склад. 300 типа ранен. Нормальные комментаторы, чего? Хотя сам Стерненко признавался, я футбол там видел в 2012 году, когда Янукович привез ему футбол Евро 2012 с Азаровым, стадионы тогда строили, вот эти развязки, вот это все. Одна логістика останнім часом у зв'язку з розширенням кілзони, можливо, він дійде аж туди. Це ж так смішно, обоссать штани просто, блядь. Обоссать штаны. Тут я согласен с товарищем. Киллзона, 300, 200, блядь. Бажаю вот вам, ребята, непосредственно вам, раз это вас так веселит, оказаться там. И так же само весело там повоевать, поржать, как это смешно и романтично, ебать, когда люди становятся 200, 300, блядь. Это ж так потужно, блядь. Нет, ну, потужность выглядит в том, что у вас есть питання какому-то Ивану, который играет за кордоном, за Париж. Но при этом у вас ніяких питань нема к Міндічам, Хуїндічам, блядь, к Єрмакам, к нашим нардепам. Ви вважаєте перемогою, вот это коверкивание фамилий, русофобией полной по паспорту. У вас нету питань к российской нефти, которая в данную хвилину течет по территории Украины. Течет же. А течет же. Где же потужный Вова? Где же? Где? Так они запустили нефтепровод. А чё Мадьяр? Нормально, да, вот это стал, как бы, да, сговорчивее? Жмет закарпатская община, все, давайте, все права. Так а как же, а нефть идет сейчас? Идет. Дружба крепкая не сломается. И спонсируя РФ где-то в районе там 60 миллиардов, могу ошибаться, евро в год. А зато вот вратаря похуесосить, поковеркать, блядь. Це така потужність просто. Ну, вообще, ви граєте на руку ворогу. Тим самим повна русофобія грає на руку ворогу. Я по таймингу не влезу, но в наступном видео продолжу свою мысль. Ну, в общем, продолжит он свою мысль, но смысл мысли понятен и так для тех, кто шумит. То есть открываются глаза. Вот это конченая, скажем так, селюковщина с вот этой вот... Это только подогревает злость. Это очень важно, как я говорю, это там Путин где-то там в информационном коконе, в информационной... Это не ванна, он всего знать не может. То есть Путину абсолютно плевать, как комментировал Стерненко финал чемпионата Лиги Чемпионов по футболу. Ну, вряд ли, да? То есть там вряд ли ему... Даже ему рассказывать этого не будут. А люди, которые вот смотрели... Да, а люди, которые в курсе, что к чему, они просто прозревают с этого. И для них это точно такой же, как бы укол, личняк, потому что за этого Сафонова, футболиста, за него болеют. Он двукратный, вот с позавчерашнего дня, двукратный обладатель Кубка Лиги Чемпионов. В ПСЖ украинский футболист Забарный, защитник. Они с Сафоновым корешуют. Я просто отдельно не хочу перегружать просто эту футбольную тему. А как жену Сафонова высмеяли? Это же просто. Да, то есть нельзя проносить, FIFA запрещает, до FIFA еще не дошли разрешения на российские флаги, то есть закрывать глаза, уши от гимна, отворачиваться от флага еще пока можно этого не делать, там нельзя проносить даже на стадион российский флаг, и она принесла, она из французского, из пакетов сделала российский флаг, взяла, подняла, его жена. То есть никто другой, а его жена, она мужа пришла поддержать, российского футболиста, играющего за ПСЖ, который дружит с украинским футболистом, играющим за ПСЖ, который там
как-то хорошо смеется тот, как вы ржали этот Стерненко с Бэбэхом, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Так ухахатывался на встрече с Макроном Сафонов, все это тоже отметили сегодня. Ну, то есть, понимаете? Но вернемся к украинцам, а что с ними произошло? Что с ними произошло? 200, 300. Вот военные рассказывают свое отношение к вот этим вот гражданским, которые употребляют такие выражения. Все наши вот эти неадекватные реакции, что там сейчас вот этими шпуляются словами ПТСР, что гражданские говорят 200-й. Это для меня он 200-й, я его тянул, он 200-й. Он, ну, ты кто? Почему 200-й? Померлый, загиблый, как угодно. Вы где нахватались? 200-й, он потому что тяжелый, блин, я его тяну, его голова от ветки бьется вот так вот. Но я его за ногу тяну. Вот это 200-й. Вот это 200-й. Тяжелый, голова бьется, я тяну. Вот это 200-й. Но он для меня 200-й. Тот, который его тянет, эвакуирует тело с поля боя. А для гражданских это не 200-й. А кто? А потом, когда я его приношу, он уже даже не просто там турист, это Сергей Иванович именно, ну типа, а 200-й. Откуда вы пана? Сергей Иванович это. Это человек. Это не 200-й. Это человек, у которого есть имя, отчество, фамилия. Это не 200, это не 300. Отсюда и берется вот это отношение разнузданное. И все говорят, вот, Россия, там что-то это чтобы повлиять на россиян. Смотрите, они меньше захватывают территории, они больше атакуют, больше гибнут. Сегодня там Юсов говорит, у них чуть-чуть там они, покрывают вот этот вот набором добровольцев за деньги на контракт, чуть-чуть покрывают, перекрывают потребности, то, что мы уничтожаем. Потрясающе. И к чему это все приводит? Вот к чему это все приводит? Вот, пожалуйста, согласно аналитическому отчету, который подготовила РИА Новости на базе текущих итогов праймерис, выборы в Госдуму осенью в России, бойцы СВО первые в предварительном голосовании «Единой России». На данный момент представители вооруженных сил показывают лучшие показатели в Амурской, Архангельской, Белгородской, Запорожской, Ивано-Франковской, Иркутской, Калужской, Кировской, Курской, Московской, Пензенской, Псковской, Херсонской и Челябинской областях. Помимо этого, они обходят других кандидатов в Донецкой Народной Республике, Забайкальском крае, а также в республике Адыгея, Калмыкия и Карелия. Данный этап предварительного отбора проходил в дистанционном режиме. До вчерашнего дня официальное подведение окончательных итогов там сегодня, да, ну, сегодня они к чему я это привожу, эту аналитику, да, то, что там сводная история, к тому, что вы вот это вот все начинаете Сафонова, игрока ПСЖ, вот это там коверкать в расчете на то, что россияне изменятся, вот там они сорвутся выборы в Госдуму, не сорвутся. И в «Единой России», и в других партиях, которые будут принимать участие в этих выборах, ну, как бы будут выдвигаться кто? Участники СВО. Ну, то есть военные. Это приближает к миру, это приближает к, ну, какому-то, ну, не знаю, там, поразумению, да, к какому-то единению, пониманию, компромиссу. Отнюдь, господа, отнюдь. Поэтому, как говорят, вот, там Путин, туда... Тут так, подождите, сейчас придет полная Госдума, вояк, и вот тогда будет весело, наверное, всем. Так, может, надо заканчивать как можно раньше? Может, нужно как бы уже ограничить вот это все, когда власть поменяет? Ведь это же тоже играет очень серьезную роль. В России, как ни крути, идет вот эта смена власти, называется. Когда там были непонятные какие-то держиморды, какие-то там начальники, какие-то там непонятные там парторги, бог знает кто, и вот они там какие-то отдельные, если раньше генералы какие-то, да, там чеченских войн, еще какие-то уже как бы с сединой на висках, они приходили в Госдуму, то сейчас придут какие-то, не знаю, там капитаны, летехи, майоры, ну и там и выше. И тогда уже будет весело в украинской политике, в российской политике, которая украинские политики так хотят изменить. Перспектива еще более, скажем так, опасна и, ну, скажем так, наталкивает на, вот если думать на 3 клетки вперед в шахматной доске. Ну, у нас все думают о том, как достать те или иные козирные карти. А вимушені були вийти у паблік тільки з однієї причини.
Ми показали фламінго, тому що ми розуміли, до чого ведуть нашу країну. Значит, это Штиллерман, переименованный россиянин, нахватавшийся долгов под уголовными делами, тот, который руководит сейчас Firepoint. И говорит, мы показали фламинго, не показывали, тайно пускали, чтобы все думали, что это не поймешь что, но мы показали его, потому что нашей страны нужны были козырные карты. Карт нет, а вот фламинго это типа карта. Що нашу країну тиснуть на те, щоб ми просто здали цю війну. І ми надали якісь козирні карти, як нам вважалось мені, Ірині та іншим нашому топ-менеджменту, надали нашому уряду якісь козирні карти. Мы просто почему? Мы просто карты предоставили. Смотрите, есть фламинго, нет фламинго. Они занимаются тем, что предоставляют карты. Карты предоставляют, понимаете? Ну, просто предоставить карты. А чего нет? Нормальные карты. А то, что лупят, как не в себя. Харьков. 14 дронов залетело. Сейчас идет атака по Киеву. Одессу размотала. Черниговская область. В поле трактор работает, рядом дрон падает. Ну, вот так и работается. То же самое я знаю уже из моей, ну вот, по моей информации. Харьковская область, вообще непонятно. Они выходят в поле, они вернутся, они вернутся. То есть там все вот так, все вот обоюдно. Черниговская область, обстрел лютейший. 8 человек, включая 3 детей, пострадали, потому что атаковали дроны. Черниговская область. Дом культуры тоже сгорел. Это вот пожарные рассказывают. И это все, скажем так, это все кроме основной разрушающей силы, еще и приобретает огромный урон для природы. Значит, это кадры, где полицейский отряд на передовой спасает от антидроновой сетки фазана. Фазан летит. Ну что, спасители, выпускайте пленного. Побіжить, тільки не кидай. Все, давай, щоб КамАЗ не переїдь. А ну, а тут пусти, піде, ні? Якщо ні, то в травичку віднеси. Ну, тут, да, вот здесь пусти или в травку отнеси. Ну, вот так это все выглядит. То есть, сегодня тоже там заяц напрыгнул на FPV-дрон. Был дрон ждун, и заяц на него напрыгнул, и вот там все взорвался. То есть, вот это тоже это все смотрят. Но это же жуткая трагедия. Так это тут они увидели его, и он там запутался. А так вот и помирают эти птицы. Ну, какое дело до птиц, когда человеческая жизнь ни о чем. Ни о чем. Человеческая жизнь, плевать на нее. Потому что людей реально считают как скот. На малой родине Зеленского. На малой родине Зеленского люди как скот. Обратите внимание, ну, паблики местные обратили внимание, значит, вместо бусиков уже вот такие, скажем так, гаражики с без окон, да, без окон, чисто металлический лист, такие переносные гаражи устанавливают. Замки, видите, навесные, то есть ты его не выбьешь, ты окно не выбьешь из буса, не убежишь. Люди снаружи не выбьют, не помогут тебе, абсолютно не помогут. Причем самое интересное, что вот этот Дастер, который с ним вместе ездит, то есть они пакуют, запихивают в эту железную коробку, как скотину, и ездят, охотятся дальше. Посмотрите на этот Дастер, у него уже выбито заднее стекло. В боях, так сказать, с гражданским населением. Это же скотское отношение. Это хуже, чем к животным отношение к людям. Ну и понятное дело, коррупция. Он Мазурашу признается, говорит, 1 миллион в день стоит. 1 миллион в день оборот этого черного коррупционного рынка. Особи у формі, українці знущаються над цивільними українцями. Це неприпустимо річ. Я хотів просто донести йому, що це критично, і що це є основою для величезного схематозу, який, за моїми скромними дуже підрахунками, я тоді говорив, що приблизно 1 мільйон на добу в твердій валюті. Да, 1 миллион в сутки в твердой валюте. Ну, имеется в виду, $1 миллион это все стоит в день.
Вот это все такое крутится. Но если есть такие деньги, то есть люди, которые будут этому симпатизировать, согласитесь. Когда крутятся деньги, всегда находится тот, кто поддержит. Як українці не проводять знаку дорівнює між ТЦК та безпекою у своєму місті чи області? Невже ви не розумієте, що якщо в армії не буде військових, то лінія фронту дуже швиденько посунеться до вашого міста і вашого дому? Я розумію, ми всі хочемо, щоб Україна стояла, але не ціною свого чоловіка, сина чи батька. Тому що своя дорога людина тобі найдорожча, і це нормально. Але яким чином? Значит, смотрите, идет сейчас, вот это называется типичный чес. Как вы не сопоставляете? Блогеры. Это позитивная блогерша. Как вы не сопоставляете работу ТЦК и безопасность в своем родном городе? Это же сопоставимо. У суспільстві ТЦК зробилися монстром гіршим за нашого реального ворога. Почему? Почему хуже врага ТЦКшник? Почему? Правда? Невже ви не розумієте, що вони на цій темі дуже класно спекулюють і Вы тупые, вы не понимаете, что враги на этом спекулируют. розхитують єдність у нашому суспільстві. Тепер люди раптом вважають ворогом не Росію, а ТЦК. Я розумію, що ТЦК – це зріз суспільства. Звичайно, що там є всякі люди, звичайно, що деякі з них порушують закони. Некоторые из них нарушают закон. Смотрите, некоторые из них нарушают закон. Это не сварить будку железную вместо бусика. Бусик это еще комфортно было, понимаете? А так тебя вообще просто загоняют. В автозаке и то есть окна с решетками. Треба з цим боротися. В ТЦК також є дуже багато ветеранів, які повернулися з пораненням і далі служать своїй країні. І вони заслуговують на повагу. Це не ТЦК винне, що нашим чоловікам треба вдягати військову форму. Це Росія винна. Не ТЦК скидає на українські міста Арєшнік. Це Росія робить. Тому справляйте свій праведний гнів у правильне русло. Поняли? Это Россия делает. Это вот, вы давайте свой праведный гнев, пожалуйста, в правильное русло. Вообще всех надо мобилизовать. Но возраст понижать не надо. Вот тут есть военный Старостенко. Он говорит, не, подождите, всех не надо. Надо срочную службу ввести. Знижувати мобілізаційний вік не потрібно. Але потрібно необхідно. І я не знаю, ще історія дасть відповідь на це питання, чому колись було прийнято рішення відмінити призив строковий. Чому в Україні, в воюючій країні, немає призову? Що б це давало? Це б давало час юнакам 18-річним навчитися за 9 місяців, коли був строковий призив, навчитися тому, чому їх зараз учать за 2 місяці на БЗВП. Це б давало б змогу юнакам обирати професію. Це б давало змогу юнакам бачити, знайомитися безпосередньо з солдатами з передової і бачити, що не все так, як подається в телеграм-каналах. Не все не так. Смотрите, вы вот это вообще все не так, как в телеграм-каналах. Вам врут, это все враги. Вообще все по-другому. Вот вы бы вернули бы срочную службу на 2 года, да, как бы, ну, вообще там было как бы сейчас там, год было последнее там, да, в мирное время, а то, что там это военное время, и поэтому и отменили срочную службу, потому что это небезопасно, потому что прилетит по части, вот где он собрался проводить эту, там, где полигоны, по которым прилетает. А представьте, весь массив, все с 18 лет идут, противнику, который пускает ракету, как определить, это взрослые военные или вот это 18-летние? Или типа вот сюда бить не надо? Они договорятся, да, что на этот полигон, так они же будут то же самое учить, только не 2 месяца, а 2 года. В общем, интересный такой военный. Надо 2 года учить то, что за 2 месяца дают. И так была бы подготовленная армия. Давало б змогу загартовувати в юнаках волю і розуміння того, що вони будуть знати і вміти це робити. А це б давало б нам надію, сподівання, що нас хтось прийде і замінить фахова людина. Да, придет кто-то и заменит. И мы бы тогда были с надеждой. А что, приходят же после школы, там, да, 2 года и меняют. Вон, смотрите, какая душещипательная история о 20-летнем дронщике, который сразу после школы, условно, через 2 годика пошел прям добровольцем в армию. Ну, добился успеха в жизни, образование, наверное, получил за 2 года, а чего? Хлопці 20 років, він бере отий пульт, 2 роки назад в школі був, сьогодні бере пульт, летить, збиває крила. Представляете, 20 лет парню, а он берет пульт в руки и взбивает крылья. Ну, типа, дрон российский, представляете? 20 лет. Давай. Прийшов до нас, от такий ось хлопець, худий. Кажу, ну не буде діла, мабуть, не буде діла з тебе, куди тебе? А він, хорошо, бере пульт і збиває крила. І зараз на його рахунку, ну навіть не знаю скільки, 20-30, можливо, збитих ворожих. За одне розвідувальне крило хлопці там отримують
40, ну, то есть в районе до 40 тысяч, 37, то есть 40 тысяч. Где-то 40 тысяч получают. До 40 тысяч за один разведывательный дрон. Нормально в 20 лет, представляете? Пультик у него, он там... А зачем учиться? Зачем учиться вообще? Успокойтесь. Вообще странные какие-то эти... А вот эти люди, которые там политики всякие, бизнесмены, чиновники, чего они своих детей прячут? Нормально бы и учить не надо где-то по заграницам, нормально бы денег зарабатывали, даже, может, больше, чем вот эти вот товарищи. Наголошую, що політичне керівництво повинно зрозуміти. Для того, щоб перебувати на політичних посадах, ви повинні повернути своїх дітей із-за кордонів. А, ну, як мінімум, знаєте, дуже неприємно, коли діти високопосадовців минулої доби, сучасної доби, і, можливо, навіть тієї доби, коли прийде там майбутньої доби, зараз перебуваючи там в благополучних країнах Європи Західної, чи Америки, любої, чи Азії, хизуються, як вони там проводять життя. Ні один державник або політик, який претендує на посаду державника, не може займати посаду, якщо з його родини або його родина не перебуває в війську. Це повинно стати нормою. Норма. Это должно стать норма. Все должны. Если там дети твои не на войне, то все. Ну, как бы возвращайтесь. А чего? И учиться не надо, и хорошие деньги дают, и все вообще отлично. А ТЦКшники, так а что ТЦКшники? Они же те же люди. В Тернополе сообщили о том, что они, представляете, новая практика. Они набирают в ТЦКшники ухылянтов. А оно ж как бы рыбак рыбака видит издалека, ухылянт ухылянта найдет же быстрее. А это Одесса. Знаете, что здесь? Что за девочки какие-то непонятные, какие-то мальчики. А это ТЦКшник, который наращивает реснички. Мастер по наращиванию ресничек. Представляете? Это вот, ну, как мы видели все в этой жизни. Так этот опыт Тернополя, ну, как бы он не новый. Смотрите, вообще не новый. Большой профессионал. В Одессе его знают. Много девчонок ходит. Постоянно. Ну, сейчас бизнес, конечно, так вот подистаскался, и он сейчас занимается другим. Интересно, а где ему больше нравится сейчас? Отлавливать народ, своих же одесситов, мужиков, родных вот этих женщин, которых он обслуживал с ресничками, или все-таки реснички накладывать? Интересный вопрос. Вообще Украина это, ну, как это вот вообще армия, это вообще путь возможности. Вот ты служишь на передовой, к тебе и артист приедет, представляете, песню споет, вживую с ним пообщаешься. Поворот, їдемо на Білгород, хоп, стоп, все з нуля. Оп, стоп, поворот, едем на Белгород, все. И тут очень интересно, вот это скала, да, скала. И я вот хочу, чтобы вы, ну, вот как бы посмотрели, с каким энтузиазмом слушают гостей, артистов. Как-то вот и люди там, и млад, и стар, как вы видите. Как-то все хотят на Белгород. Один там какой-то снимает чего-то, двое снимают. Вот тут стоит вот это вот справа вверху, это вот наблюдает за своими подчиненными. Что-то нет радости у вас. Ребята, у нас же гоп-стоп, поворот, едем на Белгород. Чего вы? На Білгород, хоп, стоп, все з нуля. Українська земля, колишня фортеця. Ой, що ж тут несеться? Что ж тут несется, да? Бывшая фортеця. Что же тут вообще? Все смотрят кто куда, кто вдаль. И сразу понятно, о чем они думают, эти люди, когда смотрят на вот этих вот гитариста и приезжего артиста. И тут очень интересный момент. Вот сейчас вот он будет. Они понимают, что как это у артистов. Зал мертвый. А он правда мертвый. Потому что они смотрят и они думают о чем? О бое, о том, что завтра они умрут. А не о Белгороде. Не подбадривает песня, не подбадривает. Що з вашим лицем? Вот так вот. Что с вашим лицом? В Білгородці стало на... То есть они про белгородцев поют в песне «Что с вашим лицом?», а он в шоке. Они его не тепло встречают и принимают с этой ультрапатриотической песней. Плевать им на него. Эти смеются, там, начальнички, им хорошо. А вот этим простым не особо. Налийте горілки, наїжтеся салом. Гоп, стоп, поворот, Ну все. Мало кто заметил, тут подошел вот этот товарищ, ну, который стоит, да, и говорит, давайте хлопайте. И он сам начал хлопать. Ему не хлопают. Когда
ты сам хлопаешь как артист, типа призывая хлопать, пока хлопайте, хлопайте. А они не хлопают, только сейчас они начали так жиденькими аплодисментами его одаривать. А тут еще была команда подпевать, понимаете? Гоп-стоп, поворот на Белгород. Все классно. Все супер. А потом вот это вот удивляются, что это, что происходит, почему никто не хочет служить, что такое, в чем дело. Потому что они понимают в этой скале, куда они пришли и что с ними завтра будет. Но людей-то не хватает, потому что эти закончатся. Вот страны Евросоюза обсуждают исключение украинских мужчин призывного возраста и людей, покинувших Украину нелегально, из программы временной защиты после марта 2027 года. Прям предметно обсуждают. Ограничения будут применяться к уже новым заявителям, обращающимся за этим статусом. Некоторые национальные правительства выразили обеспокоенность, что все большую долю среди недавно прибывших мужчин мужчины призывного возраста составляют. Обеспокоенность они выражают, понимаете? Обеспокоены они. Несколько стран утверждают, что механизм следует пересмотреть также в интересах Украины, потому что армию надо пополнять Украине и потом восстанавливать. Армию и восстанавливать. Ну, потом, как пополнят армию, некому будет восстанавливать. Ну, ничего страшного, разберутся потом. Короче, они обсуждают плотно вот эти все программы. А люди, пока они обсуждают, они пытаются удрать. Пока они там нателятся, начухаются, пытаются смыться. Вот это кадры брошенных автомобилей. Это 7 километров участка, трасса Одесса-Рени. Смотрите, просто люди бросают автомобили и кто куда. Кто куда. Куда могут ближе доехать, оставляют эти автомобили, которые куплены у кого-то когда-то в кредит, у кого когда-то там с рук, у кого кто-то в душу вкладывал эти автомобили. Они все бросают и валят. Бросают и валят. А почему валят? А потому что концлагерь. Причем так интересно, попалось видео, где бывший полицейский и бывший пограничник в Европе на работе общаются. Раньше я работал в полиции, ребята, а Ваня работал в ДПСУ пограничником. Вань, расскажи, как тебе сейчас работа? Раньше ты был пограничником, ловил контрабандистов на границе. Я вижу у тебя что-то еще Ухилянтов ловил, наверное, на границе. ДСУшно осталось. Это шапка, флиска, да? Типа да, близко. Как тебе работается в Европе, свободной? Та нормально все. Якраз про те, що я мрію, то маю свободу, того, що мені не вистачало, щоб я відповідав за свої дії, не мені казали, туди йди, туди не йди. Вставай 4 ранку, лягай 8 вечора. Тут, коли схотів, тоді пішов. У ліс прийшов, прогулявся в магазин. Ніхто тебе не контролює, можна сказати. Це великий плюс. Самое главное, ты по-настоящему счастлив сейчас? Я думаю, що ще не повністю, але більш щасливіше точно, як на службі. Я понял, но работа, в принципе, нормально? Та нормально, звісно. Потихо, маленькими кроками до великих цілей йдемо. Всем хорошего дня, ребята. Смотрите, он работает. Ну, понятно, какая-то лесопилка. Понятно, что там это бывший полицейский, это бывший пограничник. Это люди из системы. И говорит, да, работаем. Маленькими шагами к какой-то цели. То есть у него есть цель. Он когда служил, один в полиции, другой в пограничнике, у них была цель. Карьера, цель. Какая-то, не знаю, там, что-то там, хатынку себе сколотить, да, там, жениться, ребенка родить. Цели были. А сейчас они не могут строить цели в этом всем. И это люди системы не могут строить цели. А что люди не из системы, которые не были в государственной системе? Но Свириденко утверждает, что ничего страшного, они вообще кампанию запустили «Возвращайся домой». И Свириденко говорит, вот я, вообще Украина – это страна возможностей. І, власне, є маса можливостей, як застосувати свої найкращі здібності. І мені здається, що мені тут теж легко казати про самореалізацію, тому що, в принципі, я гарний приклад того, як я з маленького міста, з звичайної родини, з звичайної школи, через дуже там активну життєву позицію рухалась, скажімо, по державній службі з рівня радника, директора департаменту до прем'єр-міністра. Мені здається, що такі можливості сьогодні є у кожного. У каждого есть возможности. Вообще это, ну, у всех есть такие возможности. Чего вы бежите в эту Европу? Да успокойтесь, вы гляньте, как полицейский-то, был бы ты генералом полиции, чего нет? А ты вообще руководил бы пограничной службой.
Да, надо потерпеть, там контроль, свободы, там все, ходишь там, подметаешь в цеху столярном. Ты что? Украина — это вообще страна возможностей. Ну, несколько дней разрывают соцсети. Вот смотрите, вообще вот 20 лет, только после школы 20-летний мальчик берет дрон и получает за сбитый разведывательный дрон пульт, все у него, ну, 40 тысяч гривен, представляете, нормально. А девочка? А девочка в ее Кабмине, это Свириденко из Кабмина, делает умопомрачительную карьеру в те же 20 лет. Новая пощечина для всей Украины. Службу протокола министра здравоохранения возглавила 20-летняя Анна Дорож, которая до этого работала в секретариате Кабмина. Представляете, служба протокола Министерства охраны здоровья возглавила 20-летняя девочка, которая до этого, у нее стаж, работала в секретариате Кабмина. У Шмыгаля, наверное, там, и уже у Свириденко. Почему? Это вот это ее сотрудница. Ей 20, мать его, лет. У нее какая-то ученая степень, у нее IQ 300. Она, я не знаю, закончила институт в 6 лет. Объясните мне, пожалуйста. Хотя что тут объяснять? Если гадалка поставила на эту должность министра здравоохранения, то, понятно, все объясняет тогда нынешнее назначение. Это что за бредятина? Вы понимаете, что человек 18 лет только закончил школу, но в 19 лет она уже была в секретариате Кабмина, а в 20 лет возглавила новую должность. Это просто бред какой-то. Какой бред? Украина, тебе говорят, страна возможностей. Закончил школу, сразу секретариат Кабмина. Чего? Правительство. А что ты думаешь, там боги горшки обжигают? Люди, остановитесь. Я просто не могу понять в своей голове, а она далеко не глупая, и мозги у меня есть. Ну, это надо проверить. Как голова. Это ты как-то себя... не надо. Вот эта девочка 20-летняя, вот где мозги надо иметь, понимаете? Девочка 20 лет, уже служба протокола министерства, до этого секретариат. А ты тут сиди и думай. Вещества хватает, и нету никакого сквозняка в моем кабинете. Это необъяснимо. Это просто необъяснимо. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу. Как? Ну что думаете? Нормально чего? Нормально, повезло. Девочке 20-летней повезло. Нормально учиться тут. А все почему? А потому, что страна у нас такая. И никто не хочет выезжать отсюда. Вот в Финляндии украинские эмигранты просто прозревают. Ну как ты теперь считаешь, не зря мы налоги платим в Финляндии? Ну, конечно, ни хрена себе, ты проезжаешь, дрова. Значит, смотрите, пара, да, ну, они, понятно, что уже долго, и они вот это вот, с войной в любом случае, и вот спрашивают у мужика своего, у мужа, вот как ты считаешь, не зря мы налоги платим в Финляндии? Говорит, конечно, нет, а он пришел на зону мангальную. Бери, мангал стоїть, озеро купайся, блядь, столики поставили, глянь, все зроблено для того, щоб ти приїхав вечором, пожарив місця, блядь, все красивенько, пошли покажу, там дровішечки можна взяти, навіть 50 взяти дровішек. То есть зона такая, там стоят эти мангалы общественные, там лавочки, все красиво. Заходишь, а там сарайчик, полон дров. Давай. Вон дровничок прикинь, все красиво, дрова бери скільки хочеш, блядь, топить, блядь. Мангальчики стоять, сейчас пожарим косточки. Ну да, тут уже не поколотые, да? Да. Небольшие. Нормально, диви, можна підрубати пом'яче, можна такі позагрузати. Все-таки не зря мы, короче, налоги платим, да? Ну, конечно, ни хрена себе. А ти що думала? У нас, це тільки у нас, ти налоги платиш, і хуй його знає, де вони діваються. В Фінляндії ти платиш налоги, так ти ж і наслаждаєшся, ти пользуєшся цими налогами, понимаєш? Ти приїхав, дивись, грилі пайка, диви, яке місце тобі оборудовано. Да, Бесплатно, классненько. все, живи, бери дрова, кайфуй, наслаждайся жизнью, все охренительно. Вон мусорочку сделали, диви, все акуратненько, мусор викинув. Все, красота. Чего они тут в 20-летние в правительстве такого не придумают, да? Народ был бы благодарен. Поставили б везде мангальчики, там сарайчики, все красиво, мусорочку сделали, взял мясца, взял в магазинчике, взял дров сколько хочешь. Ну нормально же, понимаете, ну Финляндия. Говорит, налоги, а у нас что? У нас Миндичи, а у нас вот это все. Понимаете? Вот это вот все. Вообще Украина какая-то не Европа, представляете? Вообще не Европа. А школьники, вот вы говорите, школьники. Падает уровень школьников.
91% украинских учителей считают, что учебные результаты учеников ухудшились за последние 2 года. Это специально, значит, как бы опрос был международной компании. Более 90% опрошенных учителей отмечают, что результаты украинских учеников за 2 года хуже. Мотивация отсутствует, стресс, война, длительное онлайн-обучение. Это они перечисляют причины, почему это вообще произошло. Представляете? Но они вообще не перечисляют, эти учителя, говорят, хуже успеваемость учеников. Слава богу, закончился этот учебный год у них, да, за 2 года вообще как бы все меньше, меньше и меньше показатели. Это не поэтому. На украинском языке просто надо говорить. Вот Янинка не даст соврать. Соколова. 2 хвилини про те, яким чином перейти на українську мову, якщо ти не почав або не почала цього робити. І головне, на що це вам, якщо язик ні на що не впливає. Ну, по-перше... Значит, сейчас очень важно. Он говорит, если ты не перешел, она вот сейчас поведает, почему, зачем это, если язык ни на что не влияет, и вообще, и как это правильно сделать. Через деток. Мова формує у вас у голові стійке уявлення про те, ким ви є. Кто ты есть? Четко, вот, язык четко, ты кто? И вот какой язык у тебя в голове, тут ты и есть. Вона дає вам ідентифікацію. Коли ви приїжджаєте за кордон і чуєте десь в натовпі якогось там старого міста людей, які говорять російською, то вам дуже складно зрозуміти, звідки вони. З Білорусі, з Росії, з Казахстану або з України. Представляете? Вообще очень тяжело понять, откуда ты. Откуда очень... Причем самое интересное, вот за границей люди, вот, наших всех видно. Вашка, не вашка. Вообще, вообще всем понятно. По говору, по произношению все украинцы друг друга видят. И как вот выше говорил, он там плохо было со звуком, тоже эмигрантка говорит, и хотят как-то подальше друг от дружки. Понимаете, подальше. Не, ну так общаться, там на митинги ходить с флагом, да-да-да. А вот как-то жить, чтобы в чате, в общем, были как-то вот проблемы, как-то лучше подальше. Ну да ладно. Проблема вот этих всех казахов, вот этих всех вот этих, что они как бы по-русски говорят, они еще непонятно откуда ты. А ты сильно, Янина, разберешь отличие, там, например, узбекского от казахского языка? Разберешь? Прямо вот так вот на слух, да, сразу поймешь. Тільки по геканню деяких українців ви розумієте, що це, скоріш за все, наші. Це є дуже неприємно, бо це так тупо. Это тупо. Это неприятно, потому что тупо. И смотрите, с каким высокоинтеллектуальным лицом она об этом говорит. З нами воює, хоче нас знищити, вбиває наших письменників, знищує наші міста, стирає просто міста. Ворог, мова якого залишається у нас в вжитку. Більше того, якщо це роблять люди пенсійного віку або родини, в яких це вже давно було прийнято і вже мало що можна поміняти, бо вже за 50, тобто 2 покоління, яким важко щось змінити, то є одне покоління, яке точно має говорити у вашій родині українською. Ще раз, друзі, є молоде покоління, яке у вашій родині, попри всі, але зобов'язане говорити українською для того, щоб продовжувати нашу націю. Это дети. Ваши дети. Ваши дети. Вот ты, ну, бог с тобой. Ты уже не из могилы тебя Горбатова исправит. А вот детей давай, чтоб на украинском, чтоб нацию нашу продолжить. Давай, по-русски говоришь, а из-под ремня дай. На українському пусть говорить. Почніть говорити з дітьми українською вдома, в переписках, в місцях, де ви ще з кимось, і хтось говорить російською, особливо, якщо ви з мешканці там південних, східних міст або Києва. Ну, вот эти убогие, вот эти вот все там, Киев, там вот эти все киевляне коренные, вот эти юг, восток, вот эти все. А ви говоріть українською. Українська має у дитини в голові мати асоціацію з домом, з мамою, з країною. Почніть. Начни. Не, если ты не хочешь начинать, то мы в Полтаве обязательно в горсовете проголосуем за то, что запретить контент русскоязычный в городе. Мовный омбудсмен сегодня, кстати, заявила. Русскоязычный культурный продукт, то есть не только российский, а и украинский,
на русском языке теперь запретили в транспорте, заведениях общественного питания, культуры, торговых площадках, любом публичном пространстве. Запрещают использование русскоязычных книг, музыкальных произведений, фильмов, театральных постановок, концертных программ, культурно-образовательных мероприятий. Раньше, мовный омбудсмен отмечала, что законом запрещено только исполнение песен граждан России, а сегодня вот уже любой русскоязычный контент, любой, даже если это украинец на русском чего-то написал или сотворил, или, в общем, концерт ведет, или что-нибудь там, учебный какой-то тренинг, нельзя. Ну, то есть, вот так. Понимаете? А потом все удивляются, а что ж такое? А что, откуда же у нас вот эти все упоротые? Правда, у них ничего не получается. Вот Гераскевич в очередной раз провели третья, по-моему, у него, электронная петиция. Надо, чтобы набрала 25 тысяч голосов. Ну, то есть, и все провалилось. Провалилось. 27 числа он, февраля, да, начал. Прошли, собственно, эти дни. Не собрал 25 тысяч. И Гераскевич, шлемоносец, опять не смог сбить Сергея Бубку. Он хочет забрать у него звание Героя Украины. То есть спортсмен, у спортсмена хочет забрать звание Героя Украины, пишет всячески, пытается светится по медиа, ходит, продвигает эту историю, понимаете? Не получается. Не получается. Вот понимаете, в Мирнограде, да, в Миргороде, извините, Полтавской области, вот там косуля сбила пешеходку на пешеходном переходе, залетела в город, да, так сегодня сообщили паблики. Вот у косули на пешеходном переходе посреди улицы получилось сбить тетку, а у Гераскевича Бубку нет, понимаете? Ну вот идут себе женщины, переходят дорогу, зеленый свет, и тут залетает косуля. Вот так вот. Прям в челюсть, хлоп, и все, и побежала дальше. Вот так вот. Все, конечно, сразу, так нет, искусственный интеллект, как так? Ну вы что, она там какая-то, это так невозможно. Ничего, нокаут. Люди там, конечно, подошли, подняли женщину. Ну вот так вот это все, собственно, и происходит. В Полтаве запретить русский язык. Там, где Гоголь, там, где вся вот эта... Ну зачем? Вечера на хуторе близ Диканьки. Любой русскоязычный. А интересно, а суржик это русскоязычный или нет продукт? Тоже возникает вопрос. А казахи вообще, конечно, вообще это позор для казахов. По-русски говорить. Позор. Только наши школьники не успевают, отстают. Стресс у них, война у них. А казахские школьники в аул привезли копию Эйфелевой башни на выпускной, подарили. В Казахстане выпускники школы построили Эйфелеву башню для родного аула. Эйфелева башня для родного аула. Понимаете? В Западно-Казахстанской области появилась мини-копия Эйфелевой башни высотой около 40 метров. Необычный объект родному селу подарили выпускники местной школы. Выпускники школы местному селу подарили вот такой объект. Это вот подарок для аула. Башня уже стала новой достопримечательностью аула и привлекла внимание пользователей соцсетей. Вечером конструкция включается в подсветке, напоминая знаменитую башню в Париже. Ну вот так вот. Вот так вот это все и выглядит, понимаете? Вот таким вот образом. Почти как настоящее. Вот это я понимаю выпускной. В Казахстане. Тот, который там за границей по-русски говорит, понимаете? Те, которые там, это тупо. Это тупо. А вот смотрите, как высокоинтеллектуально. А где выпускные наши? В подвале? С танцами, с вальсом вот этим выпускным. В подвале одесском. Это у нас? Нет, ну... Понятное дело, что надо... Время тяжелое после школы, как бы в войну, после войны и раньше там многие там сразу шли работать. Ну, там сразу работать шли. Только народу не хватает. Зашиваются люди. Ситуация просто на грани, на тоненькую, на українській дорогі. Підозріло чувачок їде. 6 ранку.
подпись интересна. Посмотрите, люди добрые, как деньги зарабатываются. А вы деньги. Красота, та він спить. Ти що? И проснулся, слава богу, да? Ну, то есть, понятное дело, ну, беды бы наделал по этой трассе. Понятное дело. Заснул, потому что как-то надо работать. Не хватает рабочих рук. На перевозках междугородних автобусных, да, международных, междугородних, все больше и больше женщин за рулем, потому что мужиков-то не хватает. Нет, есть, конечно, успешные случаи, там, бизнесмены, ну, вот как в Днепре, например, Юрий Ляхович. Поїхали ми в місто Дніпро. Знайомтеся, Юрій Ляхович, директор ТОВКи «Будівництво та відновлення». Значит, общество у него с ограниченной ответственностью строительства и восстановления. Ну, это те компании, которые будут дальше отстраивать и восстанавливать. Його фірма отримує понад 30 мільйонів гривень на відбудову регіону. Їдемо за адресою його фірми і, як виявилось, звісно, і адресою проживання Ляховича, який активно відбудовує житло на Херсонщині. То есть, чем занимается? Он отстраивает в Херсонской области жилье. Они вот едут к нему домой по адресу, там фирма зарегистрирована, там адрес его. Хочемо особисто запитати, як він зміг так швидко стати успішним бізнесменом. За декілька років тому його ще судили за крадіжку пляшки алкоголю в супермаркеті. Ягеря бутылку спер. Совсем недавно. А сейчас 30 миллионов ему выделяют на восстановление, область Херсонская. Там же самое время все восстанавливать в Херсонской области, правда? А Юрій Ляхович тут живе? Я же не знаю, где он находится. С кем поругались, что я его сказал, чтобы он не приходил. Что это где-то вы или люди. Его не показывают. А он такой рыжий, да? Да, рыжий. Ну, его же давно нет. Внук не може бути бізнесменом? Не может быть бизнесменом, он его выгнал. Старенькие родители в халупе, ну там бабушка, дедушка, в халупе. Ужас. Понимаете? 30 миллионов выделяют, нормальный бизнесмен, хороший. Вчера еще воровал бутылочку с супермаркета, не расплатился, схватил. А сегодня вот такие миллионами ворочают. Нормальная история успеха. Это не баранку крутить сутками, и потом рискуешь, что просто вырубишься и влупишься вместе с товаром, грузом, собой и, собственно, и машиной. Это не этим рисковать. Это не этим абсолютно. То ли дело, конечно, скажем так, индусы, бангладешцы, мигранты, которых будут привлекать. Вот есть такая служба восстановления инфраструктуры. У нее руководитель Алексеев на телевидении пришел и страшные вещи рассказывают про индусов и бангладешцев. Им такие зарплаты классные предлагают, а они не хотят. В Харькове работать не хотят. Опасно, говорят. Хочу лише констатувати факт, що ті підрядні організації, які працюють у нас в області, планують залучення трудових мігрантів і проводять активні заходи в цьому напрямку. Але наразі, от вже декілька тижнів вони намагаються залучити і перевести їх на територію області. Ці всі потуги успіхом не увінчалися, ну аж ніяк. Что такое? Почему? Почему не... Что такое? Перевести на территорию области, там, из Харькова, из откуда-то еще. Почему? Почему не хотят? Ті, хто не хоче з приїжджих, ті, хто їдуть до України, їхати безпосередньо до лінії фронту і виконувати навіть найпростіші роботи за доволі таки пристойну, я вам скажу, заробітну плату. А це які? Ой, какой хороший вопрос. Простой. Говорит, у нас хорошие деньги платим. А какие ты деньги платишь? А ну-ка. Яку заробітну плату чи які громадяни яких країн? Які гроші зараз пропонують за саме такі роботи? Ну, заробітня плата дорожнього робітника – це найпростіші види робіт, коливається від 35 до 42 тисяч гривень в залежності від підрядника, від району виконання робіт і від обсягів виконання робіт. То есть 30-40 тысяч гривен никто идти не хочет из этих трудовых мигрантов. Ну, на дорожные работы. А бетонні роботи на наших об'єктах захисту енергетики, я знаю, що там бетонщиків беруть і від 30 тисяч до 44 тисяч гривень шукають. Теж все залежить від підрядника, від обсягу виконання робіт, від умов праці. Ну, то есть, вы поняли, бетонщики – это те, которые возводят укрытия. Ну, те, что на пленках Миндича обсуждались. Укрытие, что жалко денег. Так вот, бетонщик 30-40 тысяч гривен, ну, там, почти $1000, $900, там, такие зарплаты, никто не хочет идти.
ця цифра коливається. Наскільки я знаю, для трудових мігрантів це досить таки пристойна цифра, та в принципі в межах України це досить пристойна цифра. Але все ж таки не вистачає як бажаючих з України, серед громадян України, їхати до Харкова, Харківської області працювати, навіть за умови 100% бронювання, наприклад, жителів західних і центральних областей України, так і іммігрантів себе собою. Справляємося своїми силами, ті, хто тут живе, тут і працює. Більше відео. Тех, кто живет, тот и работает. Своими силами. Ни мигрантов, никого. 30-40 тысяч зарплаты вообще не улыбается никому. Ни мигранту, ни украинцу. Почему? Потому что война. Войну надо заканчивать. И тогда будет и восстановление нормальное, а не вот этими подставными фирмами. Вот почему. Вот Ярославский военный, да? Военный эксперт в прошлой жизни на телевидении рассказывает о трудовых мигрантах. Це трудова міграція, це катастрофа в подальшому. Тобто сьогодні українці, які не можуть працювати через війну, через приховування від ТЦК, тощо, вони не можуть працювати навіть умовно на стройці або на якихось підрядних роботах, їх заміняють пакистанці, індуси та інші. Ну, якщо зараз ця тенденція буде збільшуватись, а вона йде цією трагічною історією, то ми через 30 років втратимо аутентичність через те, що тут на одного українського школяра в школах буде 6 індуських дітей. І ми влетим в таку стіну катастрофічну, в яку зараз влетіли Британія, Франція, Німеччина. Тобто ми зараз виграємо одну війну у росіян, а програємо на демографічному рівні іншу війну. Мы сейчас выиграем войну у россиян. На другом уровне проиграем. Ну а как? Ну надо выбирать. Но с другой стороны, ну хорошо у тебя в школе 1 украинец и 6 там индусов. Зато ты у России выиграл. Понимаете? Ну тут как Зеленскому спроси. Зеленский. У него там дом в Британии, у него все хорошо. У него там будут дети, чуть что там как возьмут, там будут учиться по лондонским. У них и так там нормально. Конечно, в России надо выигрывать. А какая катастрофа? Да бог с ним, какая катастрофа. Хотя, конечно, с точки зрения вот этого последнего веяния нацизма, очень как-то, очень после Мельника перезахоронения, но очень как-то удивительно, да? Это получается, за что боролись? Чьи кости привезли? Того, кто говорит, ну, как бы, кто вот это вот все делает, понимаете? Поляки тут резко возмутились. Это, конечно, нечто. Зеленский должен просить прощения у польского президента, потому что присвоил одному из воинских подразделений звание героев УПА, говорит глава Бюро международной политики Польши Марцин Пшидач. Считает, что решение Зеленского возмутительно и требует жесткого ответа от поляков. Ну, пока ответ не шибко жесткий, украинский флаг просто сняли с ратуши в Люблине в знак протеста против решения Зеленского назвать спецподразделение в честь героев УПА. Ну, ему же как бы хоть божья роса. УПА, значит УПА. Историю кромса... Вот понимаете, в чем дело? Когда вот все говорят, ну что там с той историей? Ну уже все, звезды позбивали почти все. Памятники вот этих неизвестных. Историю Второй мировой Великой Отечественной засунули под лавку. Всех уже все вот это. Где? Ковпака даже сняли, понимаете? Ну все. Все уже переделали. Вот все переделали. Но это же можно начать, это как ремонт, а закончить невозможно. Доходит до маразма. Одесситы тут возмущаются. В Одессе поселились оборотни. Более того, они даже придумывают какие-то свои новые правила и ввели новый день рождения для моего родного города. Представляете? Оборотни какие-то. Для одессита вот этого ввели новый день города. На днях я видел вот это вот видео. Там 19 травня, с днем рождения Одесса, бла-бла-бла. Думаю, ну давайте разбираться, что происходит. Ведь потом я видел еще и вот такое видео. Что? Они предлагают вести историю Одессы от поселения Коцюбиев. И бог с ним, с тем, что по всем документам и картам 15 века Коцюбиев располагался где-то на берегу Овидиева озера, это современный Днестровский лиман, либо в дельте Днестра. Бог с ним, карты 15 века, всякое бывает. Бог с тем, что Коцюбиев это был супер-мегаполис средневековой Европы, где-то на 300-500 и то сезонных жителей. 300-500 сезонных жителей. Коцюбиев. Бог с ним, что итальянцы основывали там собственную Джинестру и вообще по-другому называли все эти места. Итак, в 1415 году этот Коцюбиев упоминается. А когда он перестает упоминаться? Когда здесь все приходит в абсолютное опустение и безлюдие? В 1480-х?
То есть 70 лет? Да, 70 лет. Был Коцюбеев, и через 70 лет пропал Коцюбеев. Но точно родоначальник Одессы. 70 лет он всего лишь существовал. А когда турки начинают строить своих крепостей Хаджибе и Енидунья? В 1760-х? Итого почти 300 лет абсолютной пустоты и безлюдья? Они хотят считать более чем 600-летнюю историю города, где половину лет вообще никто не жил. Ну прям вообще. Ведь известно, что даже турки пришли строить Хаджибей на руины. В их источниках упоминается, что они строили это на развалинах запустевшего места. Ну, абсурд, абсурд. Даже уберем все идеологические, политические моменты, какие угодно. Сугубо история и география. Что является квинтэссенцией существования города? Его постоянное население. 300 лет пустоты – это не постоянство. Одесситы, которые начали строить город в конце 18-го, начале 19 века, не были потомками жителей Коцюбеева. Ну вот вообще никак, они, скорее всего, даже не слышали о том, что Коцюбеев здесь когда-то находился. Одесса дальше, как город, никак не был связан с историей Коцюбеева. Ни социокультурно, ни этнолингвистически, ни по крови, ну вообще никак. Одесса не является продолжателем Коцюбеева. Одесса – это новая и самая яркая глава, просто находящаяся на тех же географических широтах. Ну, вот так вот. Ну, опять-таки, если такие молодые ребята это понимают, то кто тогда ходит с этими флагами, понимаете? Кто тогда вот это вот ходит с этими флагами, вот это? Ну, кто эти люди? Ну, то есть, ну, это нужно быть просто оторви и выкинь. Вон, сегодня взорвался завод в Мальте, завод фейерверков. Ну, вот видео. Ужас, как громыхнуло, конечно, там полетели эти фейерверки. Так это вот, это, понимаете, это так надо, чтобы в головах вот это все рвануло. И вы знаете, взрывается. Вот в головах, которые, ну, скажем так, одурманены чем-то, правда, обычные логические доводы. Все же спрашивают, и я знаю тоже, о чем мы в школе хронологию учили? Да чтобы понимать вот эти вещи. Она нужна, эта хронология, не для того, чтобы ты зазубрил какие-то даты, когда там Богдан Хмельницкий с кем-то что-то подписал, сколько лет Конституции Пилипа Орлика, или какой-нибудь там еще, не знаю, какой-нибудь выпад, а для того, чтобы ты мог просто сравнить Коцюбеев, ага, что это? То есть 300 жителей, 70 лет типа что-то было, сезонных жителей 300 максимум, на Лимане, там вот это все, до турков, но это вообще не Одесса. Это вообще, а потом не было, вот 600 лет, 300 лет ничего не было, ну, условно. Да, то есть половина лет не было ничего, понимаете? Но красно-черный флаг, Коцюбеев, транспарант, все идут, маршируют, давайте день города Одессы переименуем, Одессу в Коцюбеев переименуем. Мне кажется, это прям как-то наркотическая зависимость от этого идиотизма. Наркотическая. Все в духе Зеленского, который должен извиниться перед Навродским. Да плевать на Навродского, он перед каждым украинцем должен извиниться за то, что вошел в этот, ввел нас в этот раж. В Чили курьезный случай произошел. Обученная поиску наркотиков собака внезапно напала на вице-адмирала военно-морских сил. Прям, слушайте, прям вцепилась в него, прям не оторвать. Понимаете? Что там у него было в кармане? Что она там учуяла? Что она так бросилась? Ужас просто. Ужас, что произошло. Понимаете? Ужас. То есть, мне кажется, что надо с собаками пройтись там по офису президента и везде. Ну и люди, которые не хотят изучать факты, не хотят, очень сильно удивляются. А что ж такое? А что ж за проблемы? Ну вот, например, там, президент же ж еврей. Смотрите, как ходят, носятся с этими минорами, ханукиями, с этими всеми этими. Что такое? А почему Израиль как плохо относится к Зеленскому? Что вообще происходит? Вот есть такой Леон Вайнштейн. Вот он объяснил, в чем дело. Для многих из вас то, что я сейчас расскажу, будет шоком. В 2000
2001 году Украина тайно через кипрские офшоры продала Ирану 12 крылатых ракет. Дальность 3000 километров. Вдумайтесь в это. 3000 километров, куда могли долететь эти ракеты. Эти ракеты были предназначены для одной задачи – достать Израиль из Ирана. 12 штук. Все это знали, и покупатели, и продавцы. Деньги ушли в украинский бюджет, но, может быть, не совсем все. В мае 2000... Конечно, не совсем все. 2026 года, 27 дней тому назад, президент той же Украины пишет личное письмо президенту Соединенных Штатов Америки. В письме одна просьба: дайте нам ракеты «Патриот», значит, как они там называются, ПАК-3. Чем перехватывать иранские дроны, иранские ракеты, которые Россия запускает по нашим городам. То, что Украина продала Ирану, чтобы стрелять по Израилю, теперь стреляет по Украине. И единственное, что может спасти Украину, это победа Израиля над Ираном. Сегодня я вам расскажу, как мы все оказываемся в этой западне. Карма это или геополитика, я не знаю, но симметрия оглушительная, верно, да? Давайте посмотрим на историю отношений Украины с Ираном. С момента образования новой Украины, естественно, после распада Советского Союза. 1991 год. Иран первым признает независимость Украины. Это декабрь месяц. 1990-е. 8 министерских визитов Иран-Украина. Президент Кравчук в Тегеране. Братья-близнецы, целуемся прямо в засос. 1992 год. Украина продает Ирану 8 противокорабельных ракет «Москит», «Sunburn» по-нашему. 2001, это Кучма уже, да? Украина тайно продает Ирану 12 крылатых ракет, вот эти самые X-55, дальность 3000 километров, то есть способных бить по Израилю, ну, прямо из Ирана. Документировано, деньги шли через кипрские офшоры. Спасибо, дорогие украинцы, мы ваш привет получили. 2016 год. Украина, как член СБ ООН, голосует за резолюцию, осуждающую израильские поселения, и МИД Украины публично заявляет, что то, что Израиль делает в Газе, это сравнимо с оккупацией Крыма. Ну, Израиль тут же, конечно, отменяет визит украинского премьера. Ноябрь 22 года. Украина голосует за передачу в Международный уголовный суд вопроса об оккупации Израилем палестинских территорий. Где не нашли палестинские территории? Израиль вызвал посла на ковер. Израилю объяснили, что так было надо. В отместку Израиль не поддерживает резолюцию о репарациях, которые должна платить Россия Украине. Говорит, нет. Декабрь 22 года. Нетаньяху звонит Зеленскому. Украина не является на следующий антиизраильский голос. Голосование имеется в виду, да? Заметьте, не голосует за Израиль, а не является на голосование. А я хорошо помню, как, приехав в Израиль, выступая в Кнессете, Зеленский говорил, что я такой же, как вы, мы братья, мои... Такой же, как вы. Ну, они там как бы... Сейчас в Кнессете вообще какая-то чушь происходит. Значит, они приперли... Я хотел показать это видео, но оно такое эмоциональное, такое дурное. Какие-то вот они, короче, привезли христиан. Особо отметилась там немка из Германии и из Кореи Южной. И они плакали и говорили: вот, мы каемся от имени всего нашего народа в том, что мы вас, израильтяне, не поддерживаем. У них там вообще свой вайб какой-то. Бомбить Ливан и притягивать в Кнессет каких-то вот типа представителей народа, которые там говорят: извините нас, израильцы, что мы вас не поддерживаем. Поэтому, понятное дело, тональность даже этого Вайнштейна, Левона, короче, надо делить на 2. Но факты как бы дело упрямое, то, из чего он говорит. Деды вместе с вашими дедами страдали от антисемитизма. Я люблю Израиль. Израиль должен существовать, потому что это настоящий дом для еврейского народа, к которому я тоже принадлежу. И вот после этого думаешь, а почему украинцы думают, что Израиль, да и евреи вообще могут поддерживать их в борьбе против России, с которой вместе, кстати, Россия, Украина, и вместе с Ираном постоянно голосуют за то, чтобы Израиль судили, израильтян выгоняли, израильтяне не давали бы нормально жить, и не имели бы израильтяне права сопротивляться. То есть отвечайте, значит. То есть говорят, что любят нас, а голосуют все время против нас. Да. Для справки. Совершенно официальные данные из сводки так называемого UN Watch. За 2015-2025 год. Украина за Израиль 0 голосов. Против 75%. Воздержались 25%. 0 за Израиль. То есть 122 резолюции ни разу не проголосовали за Израиль. Это и есть настоящий друг. И, естественно, Украина получила ответку. Иран тут же предал Украину, то есть даже Украина предала Израиль. Ну, в политической жизни это называется бумеранг. Шахеды, это 136-й шахед в основном, поражающий элемент основной российской воздушной кампании по Украине. То есть Иран
главный воздушный поставщик войны против Украины. Как вот Иран и украинским оружием убивали израильтян, так иранским оружием убивают украинцев. Ну, тут имеется в виду поставщик войны. Понятное дело, что не эти ракеты на 3000 километров там летят по Израилю, они все это не приняли, доработали. Ну, точно так же, как вот России передали шахеды, она слепила из них герань, модернизировала, усовершенствовала. Точно так же и с теми ракетами, о которых при Кучме он рассказывает. Первое, что я вам хочу сказать. Все, что я вам рассказываю, это стопроцентные факты. Сухой реестр Украина за 30 лет продала Ирану. Голосовала по Израилю вместе с Ираном. А кто сейчас за это платит? Без эмоций. Цифры и резолюции. Больше ничего, никаких эмоций. А эмоция есть, конечно, да. Второе. Объясняю вам механику. Почему ракеты, которые сейчас защищают Тель-Авив, физически не могут одновременно защищать Киев? Американские. И как это превращает войну Израиля с Ираном в фактор номер 1 украинского выживания. Третье, самое неудобное. Почему Украина формально на трибуне ООН до сих пор голосует против Израиля, а неформально? В овальном кабинете, например, молится, чтобы Израиль победил поскорее, потому что ей очень нужно, чтобы ракеты американские шли не в Израиль. Да, ракеты дайте, да. Вот вам и Вайнштейн. Ну вот, понимаете, вот вам и Украина. А потом спрашиваете, а что такое? Да ничего, 0 часов. Перевалили мы за полночь, 5 минут первого. Полетели калибры. Ну, вроде как сообщают, что прямо сейчас летят калибры с моря, мониторинговые паблики. Значит, до этого лупили дронами. Значит, до 16 штук калибров из акватории Каспийского моря где-то после часу ночи должны полететь. Ну и тоже вылетел вроде как, да, Ту вылетел вот в этот час, должен где-то там. Вот такая вот история. Судя по всему, вот этот удар по Киеву таки случится прямо сейчас. Поэтому кто в Киеве, большая просьба, ну, все-таки как-то обезопасить себя. Хотя это, конечно, уже... Я понимаю, многих, у меня просто тут знакомые тоже киевляне, говорят, нет сил уже. Ну, нет сил уже. Понятно, что страшно, понятно, что боишься, понятно, что... Ну, уже нет сил. Уже устаешь морально и физически, и обстрелы эти, и вот эти все дурдом, который там творит Зеленский и вся его братья. Нет сил. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Всем большое спасибо за то, что в нем проголосовали. Так, что мы имеем? Кому нужнее закончить войну до зимы? 7% Европе, 19% США, 25% России, 48% Украине. Конечно, Украине нужнее. А представьте, какая стоимость без газа, на фоне кризиса, на фоне разрушений, вообще на фоне всего. А тут еще и война. Ну, это просто нереально. Так, друзья. Так что летит, куда ховаться, моя хата с краю. Да, хата с крайники. Хата с крайники. Так и есть. Спасибо большое. Всем привет, добра и мира всем нам. Спасибо, что стали спонсором. Анна Салам, спасибо за поддержку. Спасибо за то, что поддерживаете суперчатами. И, в принципе, поддерживайте канал. Там в описании есть, как это сделать. Это всегда очень, скажем так, мотивирует. Так, поехали, заглянем, что у нас здесь в сообществе YouTube. Александр, сегодня у вас спивак сказал интересное суждение. Синяя борода пишет. Перефразирую. Если на вас, Россия, нападут стаи комаров, Украина, пить вашу, Россия, кровь, и вы не можете от них отбиться, то нужно договариваться с комарами. А почему не допускают, что проще развести костер и дымом отогнать, загубить кровососов? Это же выгоднее, чем выставлять блюдца с кровью каждый день этим насекомым. Так, отдельно спасибо за сюжет об украинцах за рубежом. Да, за рубежом отрезвили за 4 года. Да. Ну, смотрите, логика, опять-таки, это же позиция. Это позиция, это мнение. Нравится оно, не, ну, оно высказывается, да. А там, как бы, вам решать.
какое оно? Под шумок. После запуска создания, Олег пишет, позорного пантеона нацистских преступников, логично уже официально ввести в ВСУ воинские звания вермахта и размещать нацистскую символику Украины орел на трезубе, свастику на флаге, гимн Ukraine Aber Alles. Вопрос Александру: воспользуется ли Путин подобным подарком от Зеленского в плане так называемой денацификации, и почему так позорно молчат европейские религиозные деятели? Неужели они массово перекрасились в жидобандеровцев? Ну, смотрите, в Прибалтике тоже есть такие группировки и марши, и все на свете. От Европы ничего не ждите. И Путин ничем не воспользуется, потому что этим нечего воспользоваться. Это делается в пику ему, вот это все. А по поводу этих всех свастик, орлов, они есть. И так, неофициально. Ну, вы не подсказывали бы, Олег Зеленскому, ты правда официально ведет. Так, привет из Севастополя, привет, Севастополь. Спивак сегодня у вас говорил, что эксцессы украинских спортсменов с россиянами на спортивных состязаниях — это надолго, потому что агрессия России у них прям засела глубоко в сердце. Разве это просто установки? Не просто установки украинской делегации. Ну, смотрите, не просто установки делегации, потому что есть много там спортсменок. Опять-таки, мы же приводим примеры, например, этих гимнасток. А гимнастки возраст какой там? 15 лет, ну, условно, 14. Ну, дети, понимаете? И эти дети уже 4 года, то есть в войне. Некоторые из спортсменок, это, ну, как бы точно знаю, выступающих в состязаниях, потеряли кого-то из близких в этой войне. Поэтому то, о чем говорит Спивак, отчасти есть. Но просто если бы не было таких установок, они есть, безусловно, не общаться там вообще с россиянами, с белорусами, нигде, никак, то они бы соблюдали как бы протокол, ну типа рукопожатие, пьедестал, если это пьедестал, выходы, вот эти все парады, ну там в разных соревнованиях по-разному. Но, понятное дело, ну был бы эксцесс, там кто-то из своих личных причин не пожал руку российскому или там, белорусскому, вообще не понимаю почему, ну ладно, российскому спортсмену. И это был бы эксцесс. И в нормальном, трезвом понимании политика нужно сказать, это вот человек, там его родственник погиб, он так сделал. И этого человека на его личном надо надо поддержать в каком смысле? Надо не осуждать, а дать ему право это сделать, потому что это его личная история. А если никто ни у кого не погиб, если все просто по установке, но установки надо снять. Причем и россияне должны к этому нормально отнестись, что украинец не пожал руку россиянину, и украинцы должны нормально отнестись, и международно. В этом случае нормально. Ну, потому что это четкий личный какой-то, и он пройдет со временем. А так он не пройдет, когда это централизовано, установки и вперед из песни. И вот это так, мне нравится, там какой-то легкоатлет, вылетело из головы, в Хорватию уехал, за Хорватию сейчас выступают, о нем сюжеты прям снимают. Предатель, бросил спортивное украинское гражданство, пошел там выступать за Хорватию, сейчас там обнимается с русскими, ах, какой, догоняет родина, ну, в кавычках родина. В смысле? Он хорватский спортсмен, отстаньте от него. А сколько фигуристов, россиян под американским флагом, других там национальностей. Ну, то есть люди уходят в том числе, во-первых, почему спортсмен меняет гражданство? Условия, поддержка, условия, тренировки, это первое. Второе, это правила вот этого дурного Минспорта той или иной страны. Не устраивают. Ему не хочется вот быть под этим прессом вот этих установок. Поэтому меняет флаг, обнимается с кем хочет, тренируется, где ему лучше. Спортсмен тоже он ищет, где ему лучше. Там футболист, где больше заплатят, где уровень команды больше, где он будет развиваться. Развитие, вот в этих установках нет развития. Тут надо проще относиться. Хочешь, если это твоя личная драма и твоя личная позиция, не навязанная тебе марафоном, Минспорта и всем остальным, к этому надо нормально относиться. Пройдет время, перемелется, мука будет. В контексте одного человека, там его конкретной семьи. А в контексте целой страны это так нельзя. Потому что спорт он должен прежде всего объединять, несмотря ни на что, где-то даже переступая через личное. Вы же, спортсмены, вы переступаете через личное, тренируетесь просто как сумасшедшие. А тут не можете. А по правилам надо жать руки, по правилам надо подниматься на пьедестал, слушать гимны. Это по правилам. Они не просто так придуманы.
Так, Игорь, только представьте, как бы протекала жизнь на планете Земля, если бы запрещенные и оболганные книги вернули образовательной программе, а Библию наоборот. Ой, какая ересь. В университетах Генри Форда вместо Библии ведь одно в одном предложении показал как раз навсегда прекратить любые войны на планете Земля. Игорь, спасибо за мнение. Я его как бы не разделяю в конкретном вашем примере, хотя благодарен за то, что высказали такое мнение. Я думаю, проблема, Николай пишет, трудовых мигрантов преувеличена. Дай бог закончится война, 800 тысяч армия в Украине. Это влажные мечты. Теперешние власти армию распустят. Выйдут с подполья мужики, часть вернется из-за границы. Что они будут делать? Промышленности ноль, только сельское хозяйство. Не, ну как, восстанавливать страну, то и будут делать. Я, кстати, тоже более оптимистично смотрю на эту тему. Но если дальше продолжать войну, то не будет. Не будет вот этих выходов из подполья и всего остального. Да, Ту-95 взлетел, до 7 бортов готовились к вылету. Ну, а в Одессе запустили салют. Поэтому, как бы, вот такой вот вайб у нас, как говорится. Так, что тут у нас в чатике? Так, если с Каспия были пуски, с Капустиного Яра вряд ли Орешника ждать. Посмотрим. Спасибо большое за поддержку. Так. Художественная гимнастика и многие виды спорта финансируются государством, а в футболе правила поведения устанавливает владелец клуба, поэтому Забарный качает Сафонова после матча и не закрывает руками глаза. Ну, вы правы, да, но опять-таки, сколько там они получают, понимаете? Все равно там спонсоры. Так, ни один вопрос не озвучили. Ну, я сообщество читаю, ни один вопрос. Добрый вечер, Александр. Простите за личный вопрос. Вы вернетесь в Украину после? Интересно мнение людей, таких как вы. Да, вернусь погостить точно. Но надо посмотреть, как закончится, понимаете? Пока что как к этому идет, и вот то, что сейчас крутится, ну... Я очень не люблю вот это, мы со Спартаком Суббота это разбираем, он постоянно говорит, нет смысла возвращаться в Украину, все дела, вот это все, понимаете? Вот это вот все, вот это нет смысла. Да елки-палки. Ну, если все сейчас закончится, быстро обухом по голове отрезвит всех, повыходят, все будут зацелены восстановлением. Ну, вот как после Великой Отечественной, все восстанавливались после войны, строили, заводы, перевозили, работали. Если будет вот так, не будет времени на всякую ересь и дичь и противостояние внутри. А если закончится вот так, чтобы Зеленский у власти сохранился, и такие, как Зеленский, то, понятное дело, в Украине делать нечего. Как Буданов говорит, после войны разберемся, кто сволочь, кто не сволочь. Как бы самому в сволочи не попасть, понимаете? Так, Александр, Армения идет по пути Украины или нет? Ваше мнение? Андрей, мое мнение, не идет по пути Украины, у Армении свой путь. Да, Сорос, да, влияние, да, британцы, европейцы, но они ее... Но они ее не вытянут. Да, она маленькая, там, напечатать денежек, подбросить пару чемоданов, и все будет хорошо. Но Армению с культурным кодом, с этнокультурным, не вытянут Армению. Не получится. Это не путь Украины. Воевать никто не будет. Ну, имеется в виду Россия и Армения. Нет, этого не будет. Так. Вопрос. Почему пускают сейчас по сети высказывания Яневского о пантеоне и прочем? Митя, это там, где вот это вот, что про Бандеру надо забыть? Ну, потому что Бандера — это герой типа Порошенко, уходящих националистов. Есть новый Мельник. Пускают для того, чтобы, ну, собственно... Вообще, конечно, можно уважать Яневского, не уважать. Но, опять-таки, ну, вот как выгодно, так это все будет... Хотя Яневский как выгодно не говорит, он говорит, как он думает. И можно его за это любить или не любить. Но это не... Националистически это не путь развития Украины. В любом случае. Хоть Мельник, хоть Бандера. Так, значит, Шелест. Вначале был чел, который топил за срочную службу. Все ли понимают, что демобилизацию подписывает президент, а после
начала, это парни еще 3 года служили на срочке. Короче, мобилизация с 18 лет. Их там частично... ну да, я понимаю, да, это с 18 лет мобилизация. Ну, это скрытая вот такая мобилизация, действительно. Да, доброй ночи, Киев шумит. Ох, шумно в Киеве, действительно. Шелест, давай спать, говорит Виктор Павелко. Завтра утро вечера мудренее. Я с вами солидарен. Спасибо большое, что пошумели. Берегите себя. Судя по всему, возвращаются удары, возвращается вся эта жесть. День защиты детей прошел. Начались пуски, прилеты. Троица тоже прошла. Не знаю, просил ли кто-то или так решили. Но Украина тоже там своих 200 штук или 300 запустила по России, поэтому веселуха будет везде. В разном, конечно, децибельном уровне, масштабе. Но главное, что очень хочется, что вот в первый день лета всем пожелать, чтобы это было последнее лето этой войны. Это вот самое главное. Последнее. И то желательно не все. Добра и света. Хорошо пошумели.